носит именно проблемный характер. Но именно благодаря доступности онлайн-режима мы сегодня понимаем, что к нам в течение всего дня будут подключаться педагоги, научные сотрудники многих организаций, не только Республики, но и Российской Федерации. Коллеги, у нас очень интересная программа. Мы с вами работаем почти на протяжении 8 часов, и очень важно, что этот материал, он будет доступен нашим коллегам. Он будет доступен на сайте нашего института в разделе «Профессиональный видеозал». И очень надеюсь, что результаты нашего с вами обсуждения, они станут основанием для принятия очень важных решений не только на уровне образовательных организаций, но благодаря участию уважаемой коллеги Ларисы Ивановны Маршевой, доктора филологических наук, профессора, директора Института развития родных языков народов Российской Федерации, города, который находится сейчас в городе Москва. Этот семинар имеет и очень значимое для нас определение с точки зрения именно его результатов. Именно определение результата связано с тем, что в резолюции нашего семинара, я очень надеюсь, будут поставлены и задачи, и определенные пути решения того проблемного поля, которое мы будем обсуждать. Уважаемые коллеги, нас ждет очень интересная программа, уникальные спикеры, поэтому подключайтесь. Мы ведем с вами живой профессиональный диалог, и я предоставляю слово Ларисе Ивановне Маршевой. Лариса Ивановна, как наш самый важный спикер на уровне Российской Федерации, сегодня возглавляет Федеральный институт развития родных языков и народов Российской Федерации. И тема, которая обозначена Ларисой Ивановной сегодня, она поднималась уже на одном из семинаров, который Лариса Ивановна тоже вела, и он связан с диалогом русской и родной культуры на уроках литературы в национальной школе. Лариса Ивановна, приглашаем вас открыть и начать работу нашего методического семинара. Коллеги, онлайн-режим, но я думаю, что в этом тоже есть какая-то особенность, и я тоже хочу, чтобы вы с пониманием отнеслись к каким-то особенностям наших подключений, но я думаю, что все будет получаться. Лариса Ивановна, мы ожидаем вашего подключения. Итак, коллеги, Лариса Ивановна сейчас будет подключаться. Мы очень рады, что сегодня с нами будет работать Екатерина Юрьевна Протасова. Екатерина Юрьевна очень долгое время сотрудничала и с Республикой Коми, и с многими субъектами Российской Федерации. Кудрявцева Екатерина Львовна тоже будет работать с нами как международные эксперты до нашего перерыва. Поэтому, коллеги, вот сейчас у вас есть уникальная возможность поработать именно в контексте профессионального диалогового пространства с Ларисой Ивановной, Екатериной Юрьевной и Екатериной Львовной. Это эксперты международного уровня. Екатерина Львовна Кудрявцева тоже с нами будет работать. Екатерина Львовна в прошлом году тоже принимала участие в международном семинаре. В настоящее время Екатерина Львовна является научным руководителем международных сетевых лабораторий. И мы даже определили 1,5 часа времени для Екатерины Львовны, для того, чтобы действительно погрузиться в очень важную тему игровые технологии в сохранении и развитии коренных и семейных языков. Ну а вторая часть уже нашей работы, она будет связана именно с той проблематикой, которая была основана именно на профессиональной потребности нашего профессионального сообщества. В различных докладах будут подниматься вопросы этнопсихологического характера обучения родному языку и лингвистическая типология познания мира в контексте межкультурного диалога. И мы поднимем вопросы с профессиональной деятельностью учителей русского языка и литературы в национальной школе в Армении.
Также очень важно, что мы будем поднимать вопросы, каким образом сегодня меняются педагогические тренды в развитии родного языка на примере Забайкальского края. Ну, конечно, коллеги, очень важно, что представители стран СНГ, они работают вместе с нами, и мы все вместе обсуждаем значимость изучения русского языка в школах Туркменистана, Узбекистана, Армении. Это наши коллеги, которые определили очень важный совместный результат по повышению квалификации их педагогов в этих странах благодаря проекту, который мы в прошлом году вели совместно с Россотрудничеством. И завершает наш семинар команда университета имени Сэма Хьюстона, штата Техас. Здесь мы попросили коллег, тоже по просьбе наших педагогов, рассмотреть вопросы цифровых историй при изучении языков. Да, технологии меняются, мы живем в новом пространстве. Вот это новое пространство, оно, конечно, и определяет и новые педагогические подходы, и новые методические практики. И не случайно мы все-таки определяем, что для нас международный статус – это статус именно профессионального диалога. Вот я бы хотела вас и погрузить в этот диалог, который позволит нам действительно осознанно подойти к принятию очень важных решений на уровне образовательных организаций, на уровне и организаций дополнительного профессионального образования. Ну и, конечно, мы знаем, что сегодня подключаются к нам представители и органов исполнительной власти, и, конечно, на уровне органов исполнительной власти Российской Федерации. Поэтому статус международного семинара мы подтверждаем и будем надеяться, что второй международный семинар, он станет для нас основанием считать уже это очень доброй профессиональной традицией проведения международного семинара в конце октября. В прошлом году мы тоже проводили данный семинар в эти же даты, и действительно мы понимаем, что сегодня вот именно онлайн-общение, оно позволяет нам все вместе работать вот именно в едином пространстве. Коллеги, мы, Екатерина Юрьевна, наверное, попросим вас подключиться. Если есть такая возможность у вас сейчас, мы вместе с вами поработаем. Лариса Ивановна, да, Екатерина Юрьевна, спасибо, вы подключились. Лариса Ивановна постарается к нам подключиться. Екатерина Юрьевна, профессор Хельсинского университета, доктор педагогических наук. Екатерина Юрьевна, очень важная тема, которую вы нам предлагаете. Обучение... Большое спасибо. Да, пожалуйста, Екатерина Юрьевна, вы с нами, мы очень рады. Мы, уважаемые коллеги, у вас есть возможность работать с нами в чате, задавать вопросы, поэтому пространство диалога, оно открыто сейчас для нас. Екатерина Юрьевна, мы вас подключаем, пожалуйста. Спасибо большое. Мне дадут мою презентацию? Да, мы даем вам презентацию, и вы подключаете видео. Мы вас вот видео... Да, и видео еще подключить. Видео, да. Презентация. Да, нет, это не моя. Нет, сейчас, секундочку. Угу. Да, вот, хорошо. Если можно сначала, да, спасибо большое. Видео, сможете видео, Екатерина Юрьевна, включить? Да. Да, спасибо. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте, да, прекрасно. Отлично. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо большое за приглашение. Для меня это уже такая традиционная встреча. Почти каждую осень я либо приезжаю в Сыктывкар, либо вот говорю онлайн. И, конечно, прежде всего хочу поприветствовать Зою Васильевну Остапову, с которой нас связывает долгая дружба. Надеюсь, что она тоже где-нибудь нас слушает. Опыт Коми Республики имеет огромное международное значение, потому что сама система вот такого дифференцированного подхода к обучению
детей в зависимости от того, насколько хорошо они изначально владеют двумя языками, уникально в мире. И то, что это происходит централизованно на уровне республики, задает очень важное направление всем остальным ситуациям, которые могут учиться у Коми-республики тому, как следует многосторонне подходить к образованию детей. Но здесь на открывающем слайде у меня такие смешные картинки, которые для меня являются метафорой двуязычия. Как мы понимаем сочетание двух языков, да? Действительно, мы всегда знаем, как именно это говорить, как именно сочетать два языка, что означает для нас один язык, что означает для нас другой язык, всегда ли мы правильно принимаем один из языков. Но на самом деле двуязычие – это только начало многоязычия, потому что языков в жизни человека гораздо больше, чем два. Это и диалект, например, по сравнению с литературным языком, и иностранные языки, которые изучаются в школе, и с тем, что люди говорят разнообразно в разных ситуациях, сталкивается ребенок уже с раннего детства, потому что язык мамы, язык папы, язык бабушек и дедушек, они не такие, как его собственный язык. И для того, чтобы выстроить свой язык, ему приходится много работать над обобщением тех явлений, которые составляют язык. Ну и самые современные исследования показывают, что только благодаря разнообразному, насыщенному инпуту, то есть поступлению языка к ребенку, он может сформировать свой собственный язык. Что важно в двуязычном развитии образования? Обязательно необходимо то, о чем говорила председатель в вступительном слове, формирование вот этой самой мультиграмотности, да, чтобы вне зависимости от того, на каком языке обучается ребенок, академическая успеваемость должна быть учтена. И разнообразие вот этих возможностей, которые дает окружающая среда, разнообразие детей, в том числе и детей с особенностями развития, которые обучаются вместе с детьми, у которых таких особенностей нет, хотя, конечно, мы понимаем, что в каждом ребенке можно найти особенности, все это должно учитываться при построении учебного процесса. Очень важно, чтобы родители были такими постоянными помощниками учителей, чтобы воспитатели и учителя работали в тесном контакте с семьей и учитывали, что в каких обстоятельствах происходит, что происходит дома, что происходит в семье, что происходит во дворе, что происходит у бабушки, что происходит в детском саду и школе. Сегодня я хочу обратить внимание на две особенности развития детей. Во-первых, это визуальная сторона восприятия, а во-вторых, это развитие монологической речи. Монологическая речь, конечно, развивается в условиях взаимодействия с ребенком. Сам по себе человек не может просто так начать и долго рассказывать. Простите. Как мы проверяем, насколько ребенок вообще способен концентрироваться на каких-то визуальных стимулах? Для детей, у которых нормальное зрение или зрение, которое дозволяет ему воспринимать предметы визуально, очень важно, чтобы все детали, которые важны для формирования когнитивных способностей, то есть познание окружающего мира,
были названы. Пока мы не говорим о том, что перед нами, мы не понимаем, что это такое. Для нас обязательно важно назвать, отделить какую-то одну часть от других частей. Например, вот такой плинтус и пол. В какой момент мы понимаем, что такое плинтус, а что такое пол, и какие виды пола бывают. Мы не всегда можем, например, интерпретировать, какая трава растет на газоне, потому что мы в школе не учим виды травы, которые сажают на газонах, но зато мы изучаем при проведении ремонта, какие бывают виды покрытия полов. И в зависимости от того, что нам важно в данный момент в жизни, мы узнаем большое количество лексики, описывающей определенную ситуацию. Вот здесь у нас перечислено, какие этапы проходит ребенок в восприятии окружающего мира через зрение. Он видит сначала, что изображено на картинке, то есть он начинает узнавать объект целиком, но не может установить, как соотносятся части изображения между собой, не может назвать, что происходит. Но зато в 3-4 года он уже может соединять достаточно крупные части пазла. А в 5-6 лет для него задания на наглядной основе и всякие настольно-печатные игры очень интересный вид деятельности. Именно благодаря этому мы понимаем, что ребенок овладел соотношением каких-то умственных аспираций и тем, что он видит перед собой. Здесь очень важны работы Леонида Венгера, и в последнее время к ним присоединилось большое количество работ, посвященных исследованию движения глаз. Как ребенок смотрит на картинку, на чем он сосредоточивается, как ребенок воспринимает текст, на каких моментах слова он сосредоточивается. Ну, наши более старые исследования того, как ребенок описывает картинку при помощи указки, когда еще не было ай-трекера, показывают, что ребенок сосредоточивается обычно на лицах персонажей. А кроме того, он дольше, чем на других местах, задерживается там, где есть некоторое сплетение линий, потому что ему хочется разобраться, что к какому изображению относится. Там, где много линий, не всегда понятно, что происходит. При обучении второму языку мы используем термин «наглядная семантизация». То есть все, что можно показать на изображении, все, что можно показать на видео, все, что можно показать в пространстве игры с предметами, мы так именно и показываем. И поэтому наглядный материал дает возможность проработать огромное количество конструкций языка, которые должны быть усвоены ребенком. Как это происходит в естественной жизни? Благодаря тому, что ребенок участвует в деятельности взрослых, благодаря тому, что взрослые играют с ребенком. Вот все эти действия в игре позволяют развиться речи на первом языке. Как будто бы речь на втором языке надстраивается над речью на первом языке. Но для того, чтобы разбираться вот в этом пространстве наглядности, нужно, как я уже говорила, иметь такое вербальное, словесное представление о том, как это пространство устроено. Мы участвуем вместе с ребенком в различных видах деятельности. Да? Мы предлагаем раскрашивать, предлагаем наклеивать, предлагаем вырезать. И все это работа с наглядностью, созданием образа. И вот эти слова, которые используются для того, чтобы объяснить, что делает ребенок, вырезаешь, раскрашиваешь, наклеиваешь, оторвал, чуть-чуть правее, чуть-чуть левее. Смотри, здесь
складка, здесь у тебя не очень аккуратно вырезано. Все эти вещи, они основаны на том, что ребенок видит. И по мере того, как ребенок взрослеет, он сам обучается тому, чтобы оценивать свои действия. Мы должны обратить внимание на то, что когда взрослый привлекает ребенка к какой-то такой вот деятельности по наглядным материалам, он должен прежде всего сам показывать, что он делает, и называть свои действия. И он сам должен ошибаться и поправлять себя. И он должен давать возможность детям поправить его, потому что это такие товарищеские отношения, когда взрослый дает образец поведения. С точки зрения речи это очень важно. Важно, чтобы здесь существовали такие паритетные отношения, когда дети могут поставить себя на место взрослого, а взрослый может поставить себя на место ребенка. И, естественно, как показывает современная психология, поощрение, подбадривание, уточняющие вопросы – это то, что позволяет ребенку развиваться быстрее, а запреты, осуждения, поправки, недостаточное внимание к результатам труда, пренебрежение деятельности ребенка – это то, что его развитие тормозит. Если взрослый дает положительные отзывы о работе детей, то и дети начинают подражать ему, давая положительные отзывы о работах друг друга. Да? То есть вот это очень важно, создание такой творческой, доброжелательной обстановки. На своем примере взрослый стимулирует детей. И, наконец, что у нас получается с конечным продуктом? Этот конечный продукт, будь то раскраски, создание собственных образов, аппликация или лепка, очень полезно соединять в некоторую общую ситуацию. То есть наклеить на один лист бумаги. Если это плоская такая конструкция, то на столе мы совмещаем фигурки друг с другом, придумываем какой-то сюжет, обыгрываем, что происходит во взаимоотношениях между фигурками и так далее. То есть дети должны знать, что то, что они делают, это только повод для того, чтобы про это поговорить, чтобы с этим сыграть, чтобы не было такого, что мы делаем только ради выставки. Мы делаем для того, чтобы эти вещи участвовали в нашей деятельности. Есть прекрасные книги Эрика Карла, которые позволяют очень хорошо построить взаимоотношения с детьми. Их можно перевести на любой язык. Здесь очень маленькие такие комментарии к каждой картинке. С точки зрения языка они позволяют поэтапно формировать различные действия. И вот, например, я знаю случаи, когда эти книги переводились именно на языки народов России, просто сверху на вот русские издания второй полосочкой наклеиваются слова на другом языке, и разные люди вместе с детьми разыгрывают все эти ситуации, потому что все эти книги носят игровой характер. По мере того, как мы в эту книгу углубляемся, мы играем с ребенком на те сюжеты, в тех вот рамках, которые предлагают нам вот эти издания. Почему очень важно рассказывать по наглядной опоре? Вообще рассказывание – это такая древнейшая практика человечества. Ценятся те люди, которые способны построить свою речь так, чтобы заинтересовать других своим выступлением. Политики – это те люди, которые умеют говорить долго и на любую тему. Люди, которые в древности собирались вокруг костра, через рассказы передавали легенды, которые благодаря тому, что были вот эти сказители,
дошли и до нашего времени, и мы знаем через народные сказки, как жили наши предки, чего они боялись, что им казалось важным, какие места для них были священными и так далее. Сегодня мы говорим о том, что рассказывание – это дискурс или нарратив, и мы исследуем, как формируются такие способности. Ни одна история не возникает на пустом месте. Для того, чтобы ребенок умел хорошо рассказывать, а это умение поможет ему и писать сочинения, и выступать в школе, нужно, чтобы у него было много образцов. Вот эти образцы рассказывания создают взрослые, в частности, как я показала на предыдущем слайде, когда мы рассказываем по книге. И здесь отлично, если на двух языках мы говорим немного по-разному, если люди показывают, как можно рассказать об одном и том же содержании на разных языках. Как исследуются детские нарративы? Например, как показали разные исследователи, они могут свидетельствовать о том, насколько развита речь ребенка на том языке, на котором он рассказывает. То есть монологическая речь – это высшая форма развития речи. Да? Мы всегда понимаем, что монолог – это только часть диалога. То есть мы не можем говорить для самих себя, мы всегда адресуем свою речь кому-то. И значит, вот во взаимодействии с другим человеком мы и строим свое высказывание. Оно всегда кому-то адресовано, на кого-то направлено. Но мы не можем прыгнуть выше головы. И всегда в этом нарративе, в этом рассказе ребенка проявляются те способности, которые у него развиты на соответствующем языке. И очень много всего, например, нравственные ценности передаются через рассказы, передаются психологические особенности восприятия окружающего, чего ребенок боится, на что он обращает свое внимание. Мы видим, что здесь проявляется его личность. И здесь есть разные такие особенности того, какова роль взрослого в поддержке детского рассказа, как строить взаимодействие с ребенком. Мы сами знаем, что когда мы говорим ребенку немножко долго, то для того, чтобы наше передаваемое нами содержание дошло до сознания малыша, нам нужно это повторить несколько раз. И здесь на него воздействует темп, слова, которые мы выбираем, паузы, которые мы делаем, интонация, доходчивость, да? Как мы все это показываем, как мы дозируем речь, адресованную ребенком. И очень важно, чтобы когда мы говорим на втором для ребенка языке, мы тоже говорили так, чтобы он нас понимал, чтобы мы могли доводить содержание до сознания малыша, да? Или ребенка более старшего возраста. Но мы повторяем несколько раз, и каждое повторение немножко отличается от предыдущего. Например, мы выделяем ключевые слова. Ты смотри, тапочки, сейчас ты наденешь тапочки и пойдешь мыть руки. Ты помоешь руки. Сначала наденешь тапочки, вот они, потом пойдешь мыть руки. Вот туда. Там умывальник. Если мы это говорим на том языке, который ребенок хуже понимает, мы должны постоянно вставать на позицию ребенка. Что он воспринял из нашей речи? Не было ли это слишком сложно? Например, если это второй язык, то будет неуместно сказать ребенку, который его недостаточно хорошо знает: после того, как ты переобуешься, не забудь о гигиенических процедурах. Да? Это будет не для малыша. Мы должны обязательно говорить на том языке, который будет ребенку понятен. И вот
при ребенке тоже нужно говорить так, чтобы ребенок видел, как взрослые общаются друг с другом. Я знаю, что это самое трудное – воздействовать на семью, но можно записывать хорошие образцы общения, того, как мама разговаривает с ребенком, как папа разговаривает с ребенком, как бабушка разговаривает с ребенком. Вот это сделано блестяще в Ханты-Мансийском музее, где показано, в каких именно ситуациях может происходить передача языка от взрослого к ребенку. И когда возникает какой-то конфликт между взрослым и ребенком, между детьми, то проговаривание всех моментов ситуации, которая вызвала вот это конфликтное обсуждение, должно тоже способствовать тому, чтобы дети лучше понимали, что, собственно, произошло. И тут взрослый помогает тем, что он объясняет, кто из детей какую позицию занял, кто как себя вел, безоценочно, просто констатируя факты. А потом дети могут уже обсудить между собой, было это хорошо или плохо, поняли ли они намерения друг друга. Уже во вступительном докладе говорилось об огромной роли чтения, о роли книг и, прежде всего, я бы сказала, в нашей ситуации устной речи, потому что есть такие люди, которые прекрасно умеют читать на других языках, и в этом нет ничего плохого, конечно, это замечательно, но от чтения переход к устной речи, он требует тоже особой практики, чтобы это было значимо, чтобы это было важно для человека. Для детей, которые вырастают в окружении книг, гораздо легче переход к собственной грамотности, к высоким достижениям в успеваемости в школе. Многие думают, что пересказ – это слишком устаревшая форма развития детей, слишком устаревшая форма обучения. Но на самом деле пересказ происходит очень много раз, каждый день в жизни каждого человека. Например, мы рассказываем, что нам сообщила соседка про то, что у нас будет ремонт труб. Или мы рассказываем о том, что слышали в новостях по телевизору, потому что тому, кому мы рассказываем, еще не довелось услышать самому это. Мы рассказываем, что начальник сообщил на заседании и так далее. И надо сказать, что когда мы исследуем, как пересказывают взрослые, мы понимаем, что даже для человека с высшим образованием точно понять, что сказал другой, точно донести мысль выступавшего до другого человека – это очень большая проблема. И поэтому нужно в этом тренироваться уже с раннего детства. Это очень интересная вещь, когда мы действительно стараемся понимать, что было сказано, и находить, может быть, свои слова, более короткие фразы для того, чтобы донести содержание до нашей аудитории. Вот есть также описание этапов развития детских рассказов. Вы видите, что хотя у ребенка есть представление о том, какой длины должен быть рассказ, потому что к возрасту 2 года он уже слышал очень много разных историй, но он сам еще не владеет вот этими средствами связности, и ему трудно понять, как построить рассказ. Однако потом он начинает различать в книге, например, картинки, которые мы с ним рассматриваем, какая цепочка событий здесь произошла, кто был главным, какие у него были отношения с другими героями, как было построено повествование и так далее.
на следующем этапе он же видит главного героя и начинает рассказывать от его лица. И начинают появляться такие элементарные средства связности. В возрасте 5 лет уже есть главный герой и цель, и ребенок не может рассказывать адекватно с точки зрения передачи времени повествования. Да? То есть, когда мы оцениваем рассказ ребенка 5 лет, мы не должны обращать особого внимания на то, что он, может быть, не совсем хорошо использует грамматическое время. Но, во всяком случае, мы видим, что эта категория у него развивается. Что происходит дальше в школе? Ребенку, который начинает писать, очень трудно выражать те же самые мысли, которые он может выразить в устной форме. Он как бы падает в своем развитии на предыдущую ступень, когда он начинает писать. Это очень примитивное предложение. Если он в устной форме может рассказать уже большую историю, то в письменной форме он ограничивается несколькими словами. А как это развивается? Естественно, что по мере того, как техническая сторона письма развивается возможность что-то выразить. Но прежде чем ребенок пишет на бумаге одно предложение, у него в голове прокручивается сотни вариантов того, как это предложение можно сформулировать. А когда это у нас второй язык, то на самом деле гораздо меньше вариантов. Язык, на котором мы хуже говорим, который мы хуже знаем. Но, тем не менее, что-то мы можем, как бы поворачивая такой вот кубик Рубика, мы можем собрать хотя бы одну сторону этого кубика, потому что мы понимаем, что должно быть. Первый язык показывает нам, что должно быть на втором языке. Ну и до конца школы человек занимается пониманием того, что такое хороший и плохой рассказ. Он разрабатывает стилистические средства. И даже тогда, когда он продолжает свое обучение или начинает работать по окончании школы, его речь продолжает развиваться, потому что меняется окружающий мир, и ему нужно уметь рассказывать об этой действительности. Вот в рассказе должно быть довольно много всего, и хороший рассказчик или хороший автор, он учитывает своего потенциального слушателя, он должен строить свой рассказ так, чтобы слушателю было интересно, и чтобы слушатель понимал, что рассказчик хочет сказать. Даже если это какой-нибудь детектив, то все равно нам нужно расставлять какие-то ловушки для слушателя, чтобы он потом в них попал, и ему было занимательно продолжать слушать или читать. Значит, как оценивают вот эти рассказы или нарративы? Тут очень много разных составляющих, и то, какие слова подобраны, и какой длины рассказ. Очень длинный за счет повторов, всяких вставных слов и прочего, это нехорошо. Слишком короткий, там, пришел, увидел, победил, это не рассказ. То есть нужно как-то показать те обстоятельства, в которых пришел, те причины, по которым увидел, и что увидел, и каким именно образом победил, и что из этого вышло. Потому что без этого не будет хорошего рассказа. Одноязычные и двуязычные дети для того, чтобы уметь рассказывать, должны, конечно, знать, как устроен окружающий мир. И надо сказать, что в зависимости от того, насколько хорошо сформирован каждый из языков ребенка, на этих языках они рассказывают по-разному. И в этих рассказах может различаться структура, может различаться начало и конец. Но в каждом из рассказов проявляется личность говорящего. Это очень интересно, потому что человек, рассказчик, всегда остается самим собой. И на каждом из языков он подбирает именно ту форму рассказывания, которая ему, как говорящему, адекватна. В частности, на рассказ воздействует та
педагогическая задача, которая была поставлена воспитателем или учителем при знакомстве детей с рассказыванием. Например, в российских детских садах говорят детям, с чего нужно начинать рассказ и чем его нужно заканчивать. И в отличие от детей за рубежом, если у нас есть билингв, который обучен по российской методике, он всегда будет использовать, по крайней мере, в рассказе на русском языке, начало и конец. И ему может быть трудно говорить на втором языке ровно потому, что он не знает, как соответствующие начало и конец сформулировать на другом языке. Но этому, конечно, легко научить. Вот эти большие структуры рассказов, как правило, одинаковы на двух языках, но вот мелкие вещи, которые можно сказать, они различаются. Вот эта последовательность картинок использовалась очень широко в обучении, в тестировании, а потом и в обучении двуязычных детей в огромном количестве стран мира. Собрано несколько тысяч рассказов различных билингвов с разным сочетанием языков на основе вот этой серии картинок, разработанной под руководством Натальи Гагариной, которая работает в Лейбниц-институте языкознания в Берлине. В частности, ну, понятно, вы успели посмотреть, какая здесь история. Здесь как бы такие взаимодействия между героями может быть интерпретировано по-разному. И вот это очень важный момент в зависимости от того, какая у вас мораль. Для русского ребенка совершенно очевидно, что лиса хочет съесть козленка. Для ребенка, и козленок, наверное, выделяется в большинстве случаев ребенком в возрасте 4-5 лет. Для зарубежного ребенка разница между козленком и ягненком не такая четкая. И он не всегда понимает, например, что если здесь изображена коза, то это обязательно мама. Для него это может быть воспитательница детского сада, а тогда вот ее детьми, за которыми она ухаживает, могут быть и ослики, и ягнята. То есть не обязательно отношения мама и дети, а может быть и отношения там тетя и другие существа. И лиса, у которой изо рта капает слюна, может быть тоже интерпретирована по-разному. Например, она бежала и устала, задохнулась. Не обязательно она съест, а может она хочет подружиться. Может быть она увидела, что это существо, козленок, ягненок, осленок, одинокое, и она хочет стать его подругой, а он не хочет с ней дружить, да? И им помешала ворона, которая считает, что эти ягнята должны дружить с ней. То есть понятно, что очевидная история – это мама помогает ребенку вылезти из воды, лиса увидела, что она отвлеклась и хочет схватить и съесть козленка, то есть такая страшная агрессивная история. Но если таких историй мало в окружении ребенка, то он этого и не увидит. Он будет настроен на мирное урегулирование отношений. И последняя картинка будет такая: жалко лису, она хотела с ними дружить, а ей не дали. Да? То есть совсем по-другому. Вот образцы рассказов, взятые у одного и того же ребенка двуязычного, который одинаково хорошо говорит на финском и русском языках, из детского сада «Калинка», который многие из вас знают. Вот мы видим, что здесь разница между рассказами не такая уж большая. Тут по существу примерно полгода. Да? Но как ребенок строит вот эти рассказы? Во-первых, нужно разобраться с тем, что здесь изображено. Ребенку даже в 5 лет это достаточно трудно. И мы видим, что здесь ребенок понимает, какие между ними отношения, но он постоянно запрашивает у взрослого одобрение своего рассказа. Правильно ли он понимает, что это? Корова, козлик? Первый рассказ длиной всего 71 слово. Второй рассказ длиннее,
а третья еще длиннее, но не за счет повторов, не за счет, так сказать, колебаний, хотя во втором рассказе еще есть вопросы, но посмотрите, насколько они сложнее. Ребенок уже может отстраниться от содержания картинки и оценить, что здесь происходит. И, наконец, в третьем рассказе более длинными становятся предложения, и средства связности, которые использует ребенок, тоже уже более разнообразные. То есть, когда мы записываем то же самое на финском языке, мы удивляемся, насколько ребенок старается воспроизвести то же самое, что он сказал на первом языке. Потому что для него это естественно. Стараться рассказать одно и то же как можно точнее на двух языках. Вот эта история тоже достаточно простая, которую мы показывали детям в Германии. Это история про Лили. Вот видите, здесь у нее развязался шнурок. Она идет и ест мороженое, что, конечно, не одобряется в Европе. То есть, если вы хотите есть мороженое, то лучше сесть, особенно если у вас развязан шнурок, то здесь в этой истории есть мораль. И вот что получилось из-за того, что она несла мороженое. Видите? Она наступила на собственный шнурок, мороженое выпало у нее из рук, размазалось по дороге, а навстречу шла женщина с... Вот это интересно. Кстати, вы можете написать в чате, как вы называете вот эту коробку, в которой лежат яйца? Будет очень интересно услышать ваши ответы, потому что в разных регионах России называют по-разному. Коробка, ячейка, яичница иногда. Вот просто, если можно, напишите, как вы это называете. Это такие региональные различия, которые тоже было бы интересно сравнить, как вот именно это называется. И вот что было дальше. Откуда-то появилась... Да, ячейка, контейнер для яиц, отлично. Вот уже видно, что по-разному называется. Выпала коробка, и мы знаем, что будет дальше. Бугорчатая прокладка. Большое спасибо, это очень интересный вариант. Здесь просто несчастье, да, все падают, все перемазались в яйцах и в мороженом. Очки падают, потом все встают, и посмотрите, какой результат этого падения несчастный. И вывод, что нужно завязывать шнурки. И, наверное, еще, что не надо есть мороженое на улице. Это вот для тех, кто считает, что так нельзя вести себя. Вот как рассказывает девочка, которой 12 лет, и в Германии она живет 6,5 лет, во взаимодействии с родителями. Она начинает свой рассказ. Одна девочка купила айс. Папа улыбается. Девочка спрашивает, что не так? Папа, ну ты по-русски говори, тогда говори все по-русски. Девочка отвечает на немецком. Мама говорит, мороженое. Потому что в их диалекте не мороженое, а мороженое. Девочка говорит, мороженое. Идет она по дороге, а у нее развязано. То есть под влиянием слова мороженое она говорит развязано. Один от шу, это по-немецки ботинок. Мама шнурок. Девочка снова строит эту конструкцию, используя слово шнурок, но по-прежнему используя немецкое слово шу, но она его склоняет. Говорит, шнурок от шуа, да, то есть шуа. Мать смиряется с тем, что ей предложено, говорит, ну ладно, пусть так и будет. Девочка-то знает, на самом деле, другие варианты, говорит, ну от туфля, хотя там не в общем, не этот вид обуви, а там именно ботинок.
Маме не нравится, когда девочка говорит тетенька, хотя в детском рассказе это уместно. Но мы знаем, что если ребенок не прошел школьное обучение на русском языке, то вот детские слова типа тетенька, головка, они остаются и во взрослом языке, и это недостаток речи билингвов, когда они становятся взрослыми. То есть действительно нужно проходить обучение для того, чтобы понимать, какая разница между повседневной речью и речью людей, которые прошли вот это академическое становление, да, которые учились в школе, использовать правильные слова. Значит, мама, которая в повседневной жизни этому ребенку не обучала, перед лицом исследователей, которые пришли к ним домой, хочет показать, что она, в принципе, знает, как надо обучать ребенка, и говорит: женщина. И дальше ребенок спотыкается на слове «ич» и говорит: ячейка Ая, вот та самая ячейка, но у нее немецкое слово «ай», и опять родительный падеж, но она сейчас не использует конструкцию «фон», «от», в переводе на русский, а просто использует родительный падеж. И сама себя поправляет. Яйцев вместо яиц, то есть она знает слова яйца, но она не знает, как правильно склонять это слово. И младшая сестра чувствует, что здесь что-то не так, и говорит яичк. То есть она хотела сказать яичек, но это другое слово, а ей нужно образовать от яйцев, и она повторяет яйцев. Старшая сестра говорит яйцев, а отец поправляет яиц. Посмотрите, да, дальше что происходит. Дальше идет опять влияние немецкого. Джентльмен, а не мужчина, не дяденька. Но интересный еще момент, когда тетенька стала смотреть на свое платье. То есть слово «платье», оно даже в диалектах женского рода, а в языке билингвов очень часто становятся слова среднего рода с безударным окончанием словами женского рода. Ну, вы знаете, наверное, такую частушку, как «белое платье, так моя симпатия». Это именно потому, что средний род, он такой неустойчивый в русском языке, и тенденция к тому, чтобы слова среднего рода заменять на слова женского рода. Но если бы не было школьного обучения, то, скорее всего, эта тенденция была бы более активной. Ну, вот тут еще другие варианты. Как одна девочка рассказывает в возрасте 7 лет 7 месяцев и 8 лет 11 месяцев. Приехала она в Германию в возрасте 5 лет. И вот это маленькие фрагменты из того, как из ее рассказов. Ей довольно трудно говорить подробно на русском языке, и поэтому, когда она говорит по-немецки, она старается тоже сократить свои рассказы. Но видно, что они примерно одинаковые. В немецком языке тоже есть ошибки. И постепенно немецкий язык становится более активным, чем русский язык, потому что на русском языке вот в этом поколении еще не было дополнительного образования. Те, кто приезжали позже, уже застали развитую сеть дополнительного образования на русском языке и смогли усовершенствовать свой русский язык. А вот этим детям это не досталось. Что у нас происходит? Конечно, мы переносим навыки из одного языка в другой, но это может быть и положительный, и отрицательный перенос. Тот, кто хорошо умеет рассказывать на одном языке, скорее всего, будет стремиться к тому, чтобы его рассказ был интересным и на втором языке. Но тут может быть, наоборот, подвох. Если он недостаточно хорошо говорит на втором языке, то он вообще откажется на нем говорить, потому что он себя достаточно хорошо на этом языке проявить не может. Поэтому, опять, задача состоит в том, чтобы больше говорить и больше учиться и рассказывать. Вот такая история, специально сделанная для того, чтобы учиться рассказывать. Вы можете попробовать описать, что здесь происходит для себя.
интерпретировать эту картинку, а потом я вам покажу, что говорили другие люди о ней. Просто про себя проговорите, как вы ее можете описать. Да, значит, ой, сейчас, извините. Вот, сразу в конец истории. Значит, вот девочка идет куда-то. Вот здесь она встречает кролика. И, кстати, все, у кого русский родной, говорят зайчик, потому что кролик не типично, а зайчик типично, хотя в современной жизни они встречаются с кроликами не реже, чем зайчиками. Здесь вот у нас как будто бы селезень, но, конечно, все говорят утка и не различают утку и селезня. Здесь у нас белка, это нормально, девочка тоже лезет на дерево. И вот такая вот девочка приходит туда, куда она шла. Видите, у нее что-то порвано, что-то скомкано, что-то потерялось, что-то смято, что-то развязано, что-то распущено. Очень много вот таких слов, которые показывают, что что-то не так, как нужно. Здесь можно очень много с детьми про это говорить, потому что такая картинка привлекает их внимание. Но теперь вы знаете, чем эта история заканчивается, поэтому во второй раз вы уже можете ориентироваться на то, каким будет конец. И здесь по первой картинке вы скажете: девочка аккуратно одетая, с бантиками в косичках, с натянутыми гольфиками, веселая и так далее, да, чистенькая, идет в школу. Например, такая у вас идея, и прощается с родителями, которые знают, что она будет хорошо учиться. И теперь вы знаете, что это три картинки одинаковой структуры вас ждут впереди. И тогда вы можете уже выбрать структуру, в которой вы будете рассказывать. Когда она видит кролика, она хочет прыгать как кролик. Когда она видит утку, она хочет плавать как утка. Когда она видит белку, она хочет залезать на дерево как белка. И вот теперь она пришла в школу и описываете, что у нее там мокрое, грязное и прочее. Вот как рассказывают люди по этой серии картинок. Первая картинка, самая подробная. Картинки, которые однотипные, они становятся подражанием предыдущей картинки, поэтому они уже не такие подробные. Но интересно, что последняя картинка может быть понята по-разному. Девочка вернулась домой, и девочка пришла в школу. И она преуменьшает свои достижения или преувеличивает свои достижения, да? То есть можно по-разному все это интерпретировать, и это самое интересное и есть всю эту историю оценить целиком. И, конечно, если вы сейчас будете подготовлены к тому, чтобы рассказать эту историю на другом языке, у вас начнет по-другому подбираться словарный состав, по-другому строятся конструкции. Вы уже знаете, что вас ждет, и какими конструкциями вы пользовались на одном из языков. И для второго языка вы должны будете тоже выстроить эту логику. Да? Это очень интересный момент, как это будет выстроено. Вот представьте себе, как ваш второй язык описывает все эти события. Это очень важно. Чем раньше мы начинаем развивать речь ребенка, чем больше даем ему различных вопросно-ответных ситуаций, тем лучше работает дальше его способность удлинять высказывание в ситуации рассказывания. И это такая непреложная истина. Значит, сначала ребенок задает взрослому вопросы по картинкам, потом взрослый задает ребенку вопросы по картинкам, потом взрослый предлагает дополнить, добавить описание, потом взрослый предлагает посмотреть на всю ситуацию целиком и рассказать самому, но по наглядной опоре, а потом взрослый убирает наглядную опору и предлагает ребенку самому рассказывать для кого-то еще, то есть в удовольствие. И вот разные вещи, которые важны для развития речи ребенка, это все окружение,
все вещи, которые связаны с речью вокруг ребенка, предметы, на которых что-то написано, наличие словарей, наличие предметов, которыми можно писать, рассказы взрослых о своем дне и так далее. Очень часто родители запрещают детям говорить: помолчи, когда говорят взрослые, или тебя слишком много слышно и так далее. Значит, если вы хотите, чтобы у вашего ребенка была успеваемость хорошая, этого нельзя говорить. Нужно, наоборот, спрашивать мнение ребенка, рассказывать ему и учить уважать того человека, который рассказывает, и вникать в его слова. Без этого не может быть хорошего развития в школе. Вот известная такая книга, в которой было показано, как различается количество слов, которые слышит ребенок. Семьи с низкими доходами очень мало слов в день говорят, семьи среднего класса несколько больше слов, но семьи, в которых развитию речи уделяется большое внимание, говорят намного больше. К возрасту в 3 года разрыв достигает 30 миллионов слов, которые услышал ребенок. То есть воспроизводство одних и тех же вещей. Тут есть несколько очень полезных вещей, но вы потом можете прочитать их дополнительно. Я хотела еще показать, как вот в интернете какие есть такие подсказки для того, чтобы учить ребенка рассказывать. Во-первых, это морфологическая схема волшебной сказки по Проппу. Потом вот такие картинки, которые помогают рассказывать детям. Такие шуточные модели разных типов романов. Это очень хорошо для детей старших классов, потому что они могут тут же вот использовать этого самого Олега, героя «Пирожков и порошков», для того, чтобы развить свой собственный сюжет. Это очень видно, как глаголы строят все вот это пространство. И, наконец, сейчас очень модная вещь – это сторителлинг. Да, это то же самое рассказывание, или, как говорят в Финляндии, садутус, умение строить свою историю. И вот для нее выбраны тоже такие инфографики, да, вот как нужно выбрать героев, второстепенных героев и так далее. Очень важно развивать свой собственный список переходов, чтобы от одной мысли к другой можно было правильно переходить. Вот здесь некоторые примеры того, какие бывают переходы от одной мысли к другой. Это уже работа с детьми в средней школе, да? Важно обращать внимание на связность и ее средства и учить пользоваться разными вещами. И для этого в интернете есть вот тоже такие подсказки, где классики русской литературы учат детей говорить не одномерно, однозначно, а разнообразно. Конечно, когда мы пишем на компьютере, у нас есть правая кнопка, которая дает нам синонимы, но ей тоже нужно уметь пользоваться. В интернете есть вот такие замечательные игры, которые позволяют рассказывать истории. Вы можете нажимать случайным образом на кнопку, и выскакивает такой набор. Вы можете регулировать количество вот этих вот картинок, по которым строится история. Это очень хорошо тоже в старших классах использовать для того, чтобы стимулировать рассказы. Но при этом опять вы должны следить за всеми компонентами истории, чтобы это действительно работало. Это я уже рассказала. И да, это все-таки практические вещи, которые вам тоже будут полезны, когда вы
будете организовывать обучение рассказыванию, это у вас останется. И материалы, которые самим можно сделать для того, чтобы развивать рассказывание в различных ситуациях. Я еще раз обращаю внимание на те материалы, которые мы придумали и выпустили. Вот это вот наглядная опора, по которой можно рассказывать целые сказки. И здесь также такие игровые поля, в которых можно действовать. И действие, а не только статичная картина, это то, что помогает динамике рассказа. Да? Когда рука передвигает колобок от одного героя к другому, нужно обязательно сказать, где он идет, что он видит и так далее. Или вот такая вот вещь тоже там у нас была репка, различные игровые поля, в которых можно рассказывать разные истории с героями. Это многие знают. Вот более новое пособие, не знаю, до всех ли оно дошло, но здесь вот такие вот вещи развиваются. Вот как-то так жизнь в картинках. Здесь можно слушать, можно записать истории на разных языках, они там есть, можно их перевести и по наглядной опоре давать слушать, потом задавать вопросы, искать ответы, а потом домысливать то, что не сказано. В частности, вот такая, например, картинка, где каток изображен, и очень много различных персонажей. Это называется виммельбухи, такие книги, где можно долго рассказывать. Такая сконцентрированная среда, где нарисованная художником Салатовым, в которой вот много всего происходит, и про это можно говорить. Ребенок легко находит, а потом отвечает на вопросы, а потом сам рассказывает, а потом сочиняет историю по этим картинкам. Тут разные времена года и разные персонажи, все всегда по-разному одеты, все можно считать, разные виды деревьев, именно для того, чтобы на каждой картинке было много лингвистического содержания. Есть еще прекрасный такой сайт с книгами-рассказами, откуда можно взять маленькие книжки для рассказывания сюжетных историй. Полезная очень статья об использовании иллюстрированных книг в обучении второму языку. И ссылка на сайт, где такие истории, которые можно сопровождать собственными рассказами. И, наконец, я показываю последний мой слайд. Это только что вышедшая книга в издательстве «Русское слово». Учимся говорить по-русски. Методические рекомендации по организации занятий. И вы можете использовать ее для того, чтобы построить занятия не только по русскому языку, но и на других языках. Там достаточно много подсказок. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо, Екатерина Юрьевна. Всегда очень содержательно и с обозначением и новых технологических решений именно в контексте методики изучения родных языков. А вот метод рекомендаций, конечно, уникальные. Я правильно понимаю, что они есть сейчас в доступе, и мы можем каким-то образом даже их и рекомендовать для приобретения, Екатерина Юрьевна? Вот это вот учимся говорить по-русски, только что вышло. Только что вышло. Да-да, вот буквально месяц назад. То есть можем в издательство обращаться? Конечно, да. Там еще планируются 2 книги. Одна по культурным практикам. У нас всегда совместно с Натальей Михайловной Родиной, да. Вторая вот по культурным практикам, а третья по детскому двуязычию. Так что это очень новые всякие вещи. Да, мы так и поняли, что вот это именно как раз вот то, что, о чем вы говорили, это именно то новое, которое необходимо нам уже рассматривать с точки зрения внедрения в наши процессы образовательные. Спасибо большое. Очень рада, что вы смогли найти возможность включиться в международный семинар. Вы видите слова благодарности, Екатерина Юрьевна, ваш адрес. Большое спасибо, очень все понятно, интересно, пишут наши коллеги, очень много полезного. Поэтому благодарны и вам, что вы подключились из Хельсинки, работаете вместе с нами, это очень здорово. А тут рекомендации, конечно, это
результат, который, я думаю, что будет внедряться в наших организациях. Я думаю, можно подумать и о, может, какой-то отдельной встрече, потому что я понимаю, что содержание рекомендаций, оно требует тоже каких-то, может быть, и пояснений с вашей стороны авторской. Как вы думаете, Екатерина Юрьевна? Да. С удовольствием, да, всегда. Для нас Сыктывкар – это важная часть нашей жизни. Ой, спасибо большое. Спасибо. Екатерина Юрьевна, кстати, на самом деле, да, наши педагоги очень ждали вашего выступления, и спасибо, что вы приняли решение все-таки не видеозапись нам отправить, а выступить вживую, поскольку на самом деле педагоги узнали очень много полезного из вашей живой разговорной речи. Спасибо. Спасибо вам, и действительно я просто хотела сказать, что опыт Коми Республики теперь будет отражен в таком международном учебнике для тех, кто организует двуязычное образование. Я написала туда главу, и там целый параграф посвящен организации двуязычного образования в Коми Республике. Спасибо, великолепно. Мы будем об этом, да, говорить, ссылаясь на то, что действительно наш опыт уже вошел в международный учебник. Спасибо, Екатерина Юрьевна. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы продолжаем. Лариса Ивановна с нами на связи. Лариса Ивановна Маршева, директор Института развития родных языков народов Российской Федерации. Лариса Ивановна, вы с нами на связи. Мы просим вас подключиться, боимся потерять с вами вновь контакт, поэтому подключаем вас, Лариса Ивановна. Продолжаем говорить о диалоге русской и родной культуры на уроках литературы в национальной школе. Сейчас Лариса Ивановна... Да, Лариса Ивановна. Сегодня у нас не получается оперативно подключить Москву. Хельсинки удалось, а Москву не получается. Лариса Ивановна, мы еще раз попытаемся вас подключить. Лариса Ивановна, к сожалению, не видим вас даже в списке спикеров. Попробуйте еще раз. Угу. Угу. Лариса Ивановна, ждем вас. Да. Все, теперь видим. Мы отключаемся, чтобы не мешать нашему профессиональному контакту. Лариса Ивановна, вам слово. Спасибо. Спасибо большое, Галина Владимировна. Спасибо большое за приглашение поучаствовать уже второй раз вот в этом прекрасном методическом семинаре. В том году прошли мероприятия, которые были связаны с преподаванием, изучением родных языков и родных литератур, а также с и обучением на родных языках и родных литературах. И мы, наш институт, Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации, очень рад взаимодействию с вашим институтом и с регионом в целом. Собственно говоря, я сегодня буду рассказывать о диалоге русской культуры и родных культур на уроках литературы в школах Российской Федерации. Вся история человечества – это диалог. Диалог пронизывает всю нашу жизнь. Он является по своей действенности средством осуществления коммуникационных связей, условием взаимопонимания людей. Взаимодействие культур – это наиболее благоприятная основа для развития межэтнических, межнациональных и межязыковых отношений. И, конечно же, когда в обществе есть какое-то напряжение, межэтническое прежде всего, межэтнические конфликты, то диалог между культурами затрудняется, взаимодействие культур может носить ограниченный характер, и поэтому возникает большое число
проблем, связанных прежде всего с коммуникацией. На протяжении веков, тысячелетий происходит взаимообогащение культур. Из этого взаимообогащения складывается мозаика, причудливая мозаика человеческой цивилизации. Процесс взаимодействия, диалога культур носит сложный и неравномерный характер, потому что не все структуры, не все элементы национальной культуры активны для усвоения накопленных творческих и иных ценностей. Наиболее активный процесс диалога культур происходит при усвоении близких тому или иному типу национального мышления, художественных и аксиологических ценностей. Конечно, многое зависит от соотношения стадий развития культуры, от накопленного опыта. И внутри каждой национальной культуры дифференцированно развиваются различные ее компоненты. Совершенно очевидно также, что ни один народ не может существовать, развиваться изолированно от своих соседей. Наиболее тесное общение соседних народов происходит на стыке этнических территорий, в поле их активного взаимодействия, поле, в котором этнокультурные связи приобретают наибольшую интенсивность. Контакты между народами всегда были мощным стимулом исторического и языкового процесса. С момента становления первых этнических общностей главные центры развития человеческой культуры были на этнических перекрестках, зонах, где сталкивались и взаимообогащались традиции разных народов. Диалог культур – это межэтнические контакты, а диалог соседствующих культур – это важный фактор в регулировании межэтнических отношений. Совершенно очевидно, что взаимодействие культур, в том числе культур языковых, имеет разные направления. При этом направления эти могут носить внутренний противоречивый характер. Первое направление характеризуется взаимопроникновением, интеграцией, в процессе которых формируется фундамент для разрешения любого конфликта на основе диалога. Во втором направлении одна культура доминирует над другой. Происходят процессы ассимиляции, которые в будущем, в принципе, могут оказать как плодотворное влияние, так, к сожалению, и родить какое-то межнациональное напряжение. В процессе взаимодействия нескольких культур возникает возможность сравнительной оценки достижений, ценностей, вероятности заимствований. На характер взаимодействия культур народов оказывает влияние не только уровень развития каждой из них, но и конкретные социально-исторические условия, а также, что немаловажно, тем более это немаловажно сейчас, поведенческий аспект, который должен основываться на максимально возможной адекватности положения представителей каждой из взаимодействующих культур. Совершенно очевидно, что диалог русской и родных культур народов Российской Федерации является одним из наиболее эффективных подходов к изучению произведений родной и русской литературы, учащимися в школах Российской Федерации, в том числе в национальных республиках. Полноценное вживание в определенный тип культуры, участие в диалоге, в живом, постоянном диалоге на уроках литературы возможно только при условии понимания школьниками разных типов культур, которые определяются национальным образом мира, географической средой, национальным складом психики, мышления. Диалог русской и родных культур народов Российской Федерации совершенствует восприятие и понимание произведений как русской, так и национальной литературы. Для практики преподавания литератур в их взаимосвязи важнейшим является принцип диалога культур как основы взаимного обогащения и саморазвития. Движение личности растущего человека от родной этнической культуры к российской и мировой предполагает обучение межкультурному взаимопониманию, которое недостаточно строить только на информации об идеях культурного многообразия. Этот процесс требует серьезного изучения его закономерностей и, собственно говоря, демонстрации на конкретных примерах реального взаимодействия русской и родной литературы, а также формирования личностного отношения к ним. И это, безусловно, аспект не только
обучение, не только развитие, но и воспитание, о котором в последнее время вполне справедливо говорят все больше и больше. Подобный подход базируется на междисциплинарных идеях отечественных и зарубежных исследователей. Это Михаил Бахтин, это Лев Выгодский, Юрий Лотман, Макс Бубер и так далее. Они говорят о диалогической встроенности сознания современного человека в культурное пространство. Принцип диалога культур в современную науку, во всяком случае на российском советском материале, был введен Михаилом Михайловичем Бахтиным. Установка на развитие личности посредством постижения культур, связанных с историческими эпохами в их динамике, развертывание диалога вокруг ключевых проблем воспроизводства идей и взаимодействия, все это позволяет осознать, как культура дает различные проявления во времени и пространстве, и как она помогает определить место и назначение человека в современном мире. Опять-таки, принципиально важно это для того информационного мира, который складывается на наших глазах. Концепция диалога культур позволяет по-новому взглянуть на проблему литературного образования обучающихся, сделать его продуктивным и целостно и ценностно направленным. В связи с этим в современных педагогических и методических исследований все чаще используется понятие учебного диалога. Наиболее последовательная диалогическая форма обучения реализована в образовательной системе диалога культур. Владимир Соломонович Библер не только продолжил и развил ее в культурологическом и филологическом аспектах, но впервые реализовал в образовательной практике. Отталкиваясь от бахтинского тезиса о том, что культура не имеет своей территории, что культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и глубже, ученый рассматривает процесс обучения как организацию диалога культур. Когда высшие постижения и достижения человеческого мышления, сознания, бытия вступают в диалогическое и даже в полилогическое общение с другими формами культур. Очевидно, что диалог культур направлен на выстраивание обучения в соответствии с логикой развития ребенка. Очевидно, что определенные возрастные этапы развития близки к возрасту разных культур. Ну, понятно, что 1-2 класс – это исходный этап учебного диалога. 3-4 класс – это знакомство с античной культурой. 5-6 класс – средневековье, 7-8 класс – новое время, 9-10 – это культура современности, а вот 11 класс мыслится в этой парадигме как диалог культур. Здесь принципиально важно, причем это опять-таки чрезвычайно интересно для родных языков и родных литератур, которые находятся сегодня в центре внимания нашего семинара, что диалог понимается как форма обучения и воспитания, в которой проблемные задачи, направленные на успешное постижение учебного материала, ставятся в виде нерешенных парадоксов. Сформулированные на уроке вопросы обсуждаются учителем и учениками в споре с субъектом иной культуры, применительно к литературному образованию. Учитель и ученик как бы дискутируют с автором художественного произведения, с отдельными его персонажами, в результате чего ребенок вступает в общение с иным культурологическим смыслом. В результате обсуждаются конкретные феномены, персонажи, идеи, и все это приобретает форму, с одной стороны, на первом этапе столкновения различных способов видения, а с другой стороны, на конечном этапе это все приходит к некому общему пониманию, а точнее взаимопониманию. Диалогизация литературного образования предполагает переосмысление
логики организации обучения, пересмотр целей, задач, изменение коммуникативной деятельности ролей педагога и школьников, методов и приемов отбора, структурирования предметного содержания. Очевидно, что задача учителя литературы, который реализует диалогическую модель обучения хотя бы частично, состоит в том, чтобы помочь школьникам прояснить их собственное восприятие произведения русской и родной литературы. При этом нельзя оказывать на ученика давление. Нельзя, чтобы учительский художественный опыт и ценностные трактовки превалировали, давили на ученика. В образовательном процессе педагог, применяя принцип диалога культур, не просто сообщает определенный объем знаний, он создает условия, и это принципиально, опять-таки, важно для нашей темы, самостоятельного, постоянного овладения знаниями, которые отвечают на разных этапах интересам и потребностям ребенка. Многообразие форм диалога предполагает и многообразие технологий, которые используются в образовательном процессе. Очевидно, что мы сейчас все активнее и активнее входим в цифровое пространство. И, конечно, цифровое пространство при всех его каких-то негативных моментах все-таки довольно успешно работает на сотрудничество и взаимодействие, довольно продуктивно при вдумчивом подходе связано с когнитивными и креативными методиками. Очевидно, что здесь можно и нужно говорить о реализации личностно-деятельностного, компетентностного и культурологического подходов. Кроме того, когда мы говорим о цифровой образовательной среде, в ней можно и нужно сочетать индивидуальные и групповые формы работы с применением интерактивных дидактических приемов и форм. Можно создавать проблемные ситуации, можно развивать критическое мышление, проводить дискуссии, использовать электронные энциклопедии, которые повышают внутреннюю мотивацию и результативность обучения, развития и воспитания. Конечно же, это все эффективнее, правильнее и животворнее делать при непосредственном общении учителя и ученика. Но, тем не менее, мы должны действительно быть теперь постоянно готовыми к различным вызовам, и вот это пандемическое время показывает нам, что мы можем и должны работать иначе. Среди наиболее эффективных технологий, которые реализуются при обучении родной литературе и русской литературе в условиях диалога культур, необходимо отметить такую интересную технологию, как активизация дискурсивной компетенции. Это так называемые риторические технологии. Кроме того, есть технологии развития творческой деятельности. Это тоже интересно. И есть, конечно, так называемые ценностно-рефлексивные технологии, которые связаны с, собственно говоря, выстраиванием диалога, полилога и системой диалогических и полилогических учебных ситуаций. Для достижения высокого уровня мотивации обучающихся важным условием является необходимость вот этих разных форм учебной и внеучебной деятельности. Очевидно, что мы должны побуждать наших детей активно участвовать в различных мероприятиях, предоставлять им право большого, широкого выбора. Это конкурсы, фестивали, конференции, олимпиады, и опять-таки не только в офлайн режиме, но и в онлайне. Эффективными средствами реализации процесса формирования межкультурной компетенции являются проблемные творческие задания на основе культурологического подхода к содержанию организации социального опыта школьников и коллективной деятельности учителей и учеников. Об этом я отчасти говорила выше, скажу и сейчас. В ходе познавательной коллективной деятельности внимание акцентируется на решении общих проблем, на
выстраивании взаимной ответственности, взаимопонимания, тем самым стимулируется потребность в общении. В рамках диалога культур создаются условия для расширения кругозора обучающихся путем знакомства с историей, литературой, наукой, культурой изучаемого языка, с опорой на приобретенные знания в области культуры, науки и искусства, родного и русского языков. Это чрезвычайно важно, и это обогащает, я подчеркиваю, не только учеников, но и учителя. Одна из продуктивных технологий развития культурологической компетенции в поле диалога культуры – это организация проектной учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Здесь, конечно, требуется учесть множество разнородных факторов, чтобы проектная деятельность действительно была таковой, чтобы она была, ну, скажем так, высокотехнологичной, и чтобы в ее ходе обучающиеся узнавали все больше и больше об окружающем мире и развивали свои интеллектуальные способности и, я скажу так, выковывали ценности. При этом проект будет не только интересен учащимся, но он обеспечивает включенность в процесс его реализации и учителя, и родителей. Это тоже чрезвычайно важно сейчас. На самом деле идея, концепт так называемого ответственного родительства, она чрезвычайно важна в принципе в образовательном процессе и при применении различных методик, связанных с диалогом культур. Очевидно, что усвоение языка – это, с одной стороны, усвоение родной культуры, а с другой стороны, это возможное, а в нашем случае необходимое вхождение в культуру народа-носителя второго изучаемого языка. И поэтому мы говорим о становлении языковой личности на основе родного языка, об обогащении ее, я скажу так, ответственным, полноценным знанием русского языка, как официального государственного языка Российской Федерации, как языка межнационального общения и как одного из мировых языков. Это чрезвычайно важный тезис. Этот тезис в прошлом году прозвучал и в моем сообщении, и мне очень отрадно, что тогда коллеги, в том числе Галина Владимировна Китай-Городская, меня здесь полностью поддержали. Язык – это носитель социальной памяти народа, всей суммы знаний, умений, навыков с ним связанных. Язык – это орудие познания, с помощью языка фиксируются и передаются из поколения в поколение результаты познавательной и ценностной деятельности человека. Без языка невозможно формирование картины мира. Конечно же, когда мы говорим об усвоении языка, мы говорим об усвоении языковой картины мира, мы говорим о поступательном формировании языкового сознания носителей языка. И, собственно говоря, эти этапы формирования проявляются в способах постижения мира. Опять-таки, об этом говорится постоянно, но это чрезвычайно важно. Мы должны понимать и добиваться следующего, что чтобы наши дети владели родным языком в такой степени, чтобы свободно пользоваться им в различных жизненных ситуациях. Хорошее знание родного языка является важнейшей предпосылкой успешного овладения любым другим изучаемым языком, и в первую очередь языком русским. Другими словами, методика преподавания второго языка, языка родного, имеет, конечно, своей целью формирование активного билингвизма. Точно таким же образом глубокое понимание произведения
литературы другого народа невозможно, если читатель не обладает определенным кругом фоновых знаний, которые не имеют соответствия в культуре, в родной культуре обучающего. Когда мы говорим о фоновых знаниях, мы говорим о 4 их типах. Это историко-культурные знания, социокультурные, этнокультурные и семиотические. Отсюда вытекает главная задача современного словесника – помочь учащимся самостоятельно вступить в диалог с различными авторами, фиксируя в сознании многообразие художественных принципов и форм изображения мира и человека. Это особенно актуально при сопоставительном изучении русской и национальной литературы. Очевидно, что мы должны усиливать внимание к вопросам взаимосвязанного обучения родной русской литературы на основе разработанного принципа общности и национального своеобразия. Оба предмета, о которых я сейчас говорю, родная русская литература, конечно же, мы это прекрасно знаем, изучаются параллельно. И они образуют единую систему литературного образования в школах Российской Федерации, в том числе в тех школах, где полноценно изучаются родные языки. В заключение мне хочется сказать следующее, что учащиеся наших школ Российской Федерации имеют достаточно широкие возможности для усвоения литературных взаимосвязей как в курсе родной, так и в курсе русской литературы. Изучение этих двух близких предметов должно осуществляться в тесном взаимодействии, поскольку оно открывает значительные перспективы для повышения культурного уровня обучающихся, расширяет их идейный и эстетический кругозор, углубляет восприятие родной и русской культуры и помогает ориентироваться в ценностях и технологиях современного, быстро усложняющегося и не слишком дружелюбного мира. Спасибо за внимание. Спасибо, Лариса Ивановна, за столь значимое профессиональное выступление. Очень важные поставленные перед нами задачи, потому что сегодня, мы живем в мире профессиональных вызовов. И то, о чем вы говорите, конечно, сегодня определяет и новую роль педагога. Мы формируем, результаты личностные, метапредметные, предметные. Но, наверное, самое важное, что мы сегодня, благодаря нашему министру просвещения Российской Федерации, поставили очень важную цель перед своими педагогами. Это формирование единого пространства образовательного и воспитательного. И, конечно, то, что вы говорили именно о литературных текстах, как именно о такой контекстной информации, которая нужна для педагога с точки зрения именно создания вот этой картины мира, она, безусловно, должна приниматься сегодня всеми педагогами. Поэтому, конечно, уроки литературного чтения сегодня требуют осмысления. Это, наверное, переход, как вы и сказали, на новые методологические решения. И я очень надеюсь, что мы и в дальнейшем будем эту тему обсуждать именно с точки зрения единства образовательного и воспитательного пространства. Ну и, конечно, диалог культур, как не уроки литературы, то, что вы обозначили, конечно, да. Поэтому спасибо за такой профессионально тонкий, значимый для нас доклад. Благодарю вас, Лариса Ивановна. Спасибо. Спасибо большое, Галина Владимировна. Спасибо, коллеги. И уже в диалоге с вами Екатерина Львовна Кудрявцева. Екатерина Львовна является научным руководителем международных сетевых лабораторий. И как раз Екатерина Львовна уже обозначала тоже в своем комментарии в чате, что действительно удовольствие получила от доклада, потому что он опирается и на исследования международного уровня. Екатерина Львовна,
вы уже с нами. Да, добрый день. Да, добрый день, мы рады вас приветствовать. И очень хорошо, что вы включились с нами в профессиональный диалог и дали уже и комментарий выступления. Спасибо большое. Мы передаем вам слово. Спасибо большое. Я сейчас просто не вижу, к сожалению, своей презентации, поэтому, к счастью, я ее приготовила в PDF-формате, она не загружена на сайт, я так понимаю. И пока мы начнем разговаривать, общаться с коллегами, чтобы не терять время, хочется, пока идет закачка презентации, хочется немного обратиться к тому, что уже было рассказано предыдущими выступающими и особенно вот коллегой из Москвы. Спасибо огромное еще раз ей за то, что она очень четко, концентрированно обозначила основные, на самом деле, скажем, угловые моменты в международной системе, которая уже работает более 10 лет. Это система КЛИЛ. Это те вопросы, это те задачи, которые стоят не только перед педагогами родных и неродных языков в Российской Федерации, это также та проблематика, которая актуальна за рубежом. Потому что не все педагоги осознают и видят язык как инструмент, считают, что язык нужно изучать ради языка, что литературу нужно читать ради расширения словарного запаса и отработки грамматики, а этнолингвокультурные контенты глубочайшие и контексты, которые перечислила в том числе коллега, и которые были перечислены еще Ефимом Григорьевичем Эткиндом в отношении интеркультурного чтения и интракультурного чтения, они не учитываются. Что еще очень важно, тоже эта тема где-то последних 10 лет, это читающий родитель, читающий ребенок. Если родитель не читает на родном национальном, семейном и русском языке, если это Россия, да, то и ребенок интереса к вот этому диалогу языков и культур в своей практике чтения проявлять не будет. Поэтому осознанное родительство, оно также необходимо его развивать. Ну и, наконец, третья тема, презентация пока конвертируется, третья тема – это необходимость осознания глубины проникновения вот этого интеркультурного контента. Что это значит? Если мы читаем, например, вот как раз загрузилась презентация, если мы читаем Александра Сергеевича Пушкина с нашими детьми, я все понимаю, что Пушкин – это наше все. Но давайте заглянем в реалии даже его черновиков и зададим себе вопрос, если мы читаем сказку о рыбаке и рыбке, почему мы не проговариваем того, что зафиксировано в черновиках Пушкина, что это подстрочник французского перевода сказки, народные сказки палапских славян, живших на территории нынешнего острова Рюген, раньше это остров Руян, Руяны, ныне это территория Германии. И Пушкин это перерабатывает, создавая интеркультурную картину мира. То же самое пушкинский «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» – это же переработка Горация, то есть это переработка другого автора, также осуществленная и Державиным, и многими последователями Пушкина. Лермонтов, Цветаева, можно бесконечно перечислять вот эти вот интеркультурные переводческие опыты, когда это перевод, адаптация к русской национальной картине мира или отказ от такой адаптации в традиции данного автора.
Презентация загрузилась, и от слова благодарности к предыдущему выступающему мы можем перейти к нашей тематике. Как вы видите, это тема игровые технологии в сохранении и развитии коренных и семейных языков. И я вам буду очень признательна, если мы с вами вот тот час, который у нас остался, отработаем интерактивно. То есть какие-то задачки я буду вам задавать, какие-то вопросы ставить, а вы будете работать в чате. Для того, чтобы это не только стало для вас информацией, и я была говорящей головой, а чтобы это стало как бы фрагментом вашего опыта. Во-первых, с чего все начиналось, и вот это наше иммерсионное чтение, о котором я только что говорила, и которым мы занимаемся с коллегами уже более 20 лет, и моя кандидатская, и моя докторская диссертация были по этой тематике, и игровые технологии, работа с билингвами, развитием, формированием естественного билингвизма. Начиналось с того, что мы исследовали существующую базу, научную базу работы с билингвальными контентами, с опытом становления и развития билингвизма с семейными и диаспоральными языками, и поняли, что единственно подходящая нам технология на тот момент – это технология CLIL. Потому что технология цифр – это технология работы с иностранными языками, и наших потребностей она не закрывает. И на основе технологии CLIL мы создали комплексные диагностические тесты, в том числе для билингвов с русским языком как неродным, другим родным, да, то есть сбалансированный и несбалансированный билингвизм с различными языковыми комбинациями. И в процессе тестирования мы сделали следующие выводы. Тестировали мы, то есть тесты были созданы к 2008 году, и вот посчитайте, с 2008 года мы уже проводим комплексные диагностические тестирования. Протестировано более 2000 детей и подростков в возрасте с 5 до 15 лет, и не только в Германии, а в 31 стране мира, так что вы видите, что накоплен достаточно большой опыт нашей командой. В том числе было проведено более 200 тестирований и на территории Свердловской области Российской Федерации. Мы как раз сейчас готовим статью по результатам, статистическому и стратегическому анализу результатов данного тестирования детей с русским как неродным и одним из родных языков, детей трудовых мигрантов и коренных наций, населяющих данный регион Свердловской области. И такое же тестирование было проведено в Татарстане, научные материалы, научная статья поэтому уже давно опубликована. И вот здесь мы делали выводы. Первое, мы говорили о средах реализации коммуникативной компетенции. Это то, о чем только что великолепно рассказала коллега, просто выражено в таком визуальном формате, что билингв находится в постоянной системе диалога не только языкового, но и так называемого этнолингвокультурного, где язык используется как инструмент самореализации, самопрезентации в нескольких культурах с учетом специфики данных культур при относительно сбалансированном билингвизме. И что наша задача – это расширять присутствие билингвов в каждой из сред и формировать осознанность вот этой мобильности между средами, переключения кодов не только на языковом. Вот этим, к сожалению, практически никто не занимается, хотя мы уже лет 10 об этом говорим и показываем варианты, как это можно делать. Потому что важно не только переключение языковых кодов, перешел с языка на язык, но важно переключение невербальных, экстралингвистических кодов. Что это значит? Это значит, сегодня уже упоминался Бахтин, да, в том числе, это значит жесты, это значит язык тела, это значит язык одежды. И это все ребенку нужно помочь реализовать на своей практике. И мы начинаем здесь с практики игры. Я сегодня покажу, как. Вывод второй. Сбалансированный билингвизм интересен своими неязыковыми проявлениями. То есть не только
что говорит ребенок, но и как он это говорит, интонационно, какую интенцию туда вкладывает. И вот здесь мы в результате исследования выявили такое интересное различие между детьми и подростками, которые воспринимают и используют русский язык вне России или коренной язык в России, в русскоязычном пространстве статусного русского языка, как родной и как неродной. То есть обычно ставится знак равенства, да, русский язык там, или немецкий язык, или английский язык как родной и как неродной. И считается, что здесь одни и те же методики, одни и те же подходы. Так вот, мы выяснили в результатах многих тестирований, что это совершенно не так. Этнолингвокультурная, а вот это важно, не просто языковая личность, а этнолингвокультурная личность носителя русского языка как одного из родных и русского языка как неродного вне стабильной языковой среды. И это можно применить к другим языкам, тоже вне стабильных языковых сред, они значительно отличаются. И носитель русского языка как одного из родных, он имеет, мы это обозначили как ментальную личность в квадрате, у него единство в двойственности, происходит образование новой формы, вот этой вот интеркультурной на пересечении двух существующих языков и культур, тогда как если человек воспринимает язык, другой язык как неродной, вместо единства в двойственности сохраняется двойственность, статусный язык в сильной позиции, и вот этой новой формы на пересечении двух существующих языков и культур не сформирована. Если кому-то эта тема интересна, то с удовольствием приглашаю к участию в исследованиях. Мы всегда с коллегами открыты. И вот эти билингвы, относительно сбалансированные билингвы, воспринимающие два языка и живущие, погруженные в рамки общения на этих языках в соответствующих культурах как родных, они показывают более высокий уровень вот по данным критериям, причем это не только наши выводы, эти выводы существуют в большом количестве исследований израильских, канадских, германских, американских ученых. И самое главное подтверждение необходимости развития сбалансированного и относительно сбалансированного билингвизма – это то, что деловой мир выбирает естественных, относительно сбалансированных би- и полилингвов не из-за того, что они владеют несколькими языками, а именно из-за того, что они способны агировать и реагировать в межкультурном пространстве и предлагают вот эту поливариативность решений в самых стрессовых и нетипичных ситуациях. И вывод третий – это что относительно сбалансированный билингв – это личность в интеркультуре. И мы, опять же, выдвинули следующий тезис, это уже тоже есть в наших публикациях и аргументация к этому, что знак для билингва отличается от знака, от системы знака для монолингва. Для него означаемое объективируется диалогом культур об этом означаемом. К одному объекту в разных культурах даются разные понятия, разные акустические образы. И для того, чтобы сформировалась вот эта относительно сбалансированная личность, способная агировать и реагировать в интеркультурном пространстве, необходимо, чтобы доступность этих образов, а это мы уже о культуре, а не столько о языке, была примерно одинаковой. Если же эту примерно одинаковую доступность не поддерживать постоянно, то вот этот естественный, относительно сбалансированный билингвизм, он будет затухать, как круги отброшенного в воду камня. И в конце концов, одна культура и один язык начнут доминировать, подавляя другой. Значит, необходима постоянная динамика. Вот эта я-компетенция в постоянном переосмыслении и переоценке себя относительно я вчерашнего и я завтрашнего. И наши естественные билингвы и полилингвы – это такие точки в динамике, такой пульсар, для которых очень важна, еще раз повторю, постоянная доступность контентов и контекстов в рамках двух и более их культур.
важны для того, чтобы отвечать на вопрос, кто я в каждой новой ситуации. Потому что билингвы и полилингвы постоянно рефлексируют, встраиваясь в мир вокруг. Они постоянно ищут ответ на этот вопрос и выбирают свою позицию, позиционируют себя заново в новых ситуациях окружающего поликультурного и полилингвального мира. Вот это те выводы, на основе которых мы начали работать, собственно, как с иммерсионным чтением, так и с созданием игр на то, на что коллеги пока не обращали внимания, то есть на переключение экстралингвистических кодов, на погружение в интеркультурную ситуацию коммуникации, именно ситуативно, как с учетом тех культур, в которых живет и действует ребенок, так и со снятием полностью любых культурных, этнокультурных маркеров для того, чтобы они почувствовали вот эту систему открытого диалога. Почему мы обратились к системе иммерсии? Потому что иммерсия – это история про «я» для «я», то есть то, чего билингву необходимо, чтобы найти себя в окружающем мире. И только на втором этапе, когда билингв доходит до «я делаю», он начинает активно и позитивно интегрироваться в «мы». То есть такая осознанная, позитивная, а не насильственная интеграция. Причем в каждой из «мы», в каждой из культур. Вот это пирамида самоактуализации, которая лежит в основе иммерсионного подхода, как в игре, так и в чтении. Кому интересно, я с удовольствием, в конце вы увидите мой мейл, я вышлю и эту презентацию, и эту пирамиду, и линки на обучение иммерсионному чтению и иммерсионной игре. Наконец, тот последний шаг, который мы сделали, мы создали Octalis. Octalis – это октагон-анализ, это термин юкайчу, игропрактика, геймификатора мирового уровня. Кстати, самого естественного билингва, сейчас живущего в Америке. И он, создавая Octalis, конечно, говорил немножечко о других системах. Мы этот Octalis как бы пересоздали, адаптировали его, используя только саму форму. Все, что вокруг, это уже наша разработка, чтобы показать, как формируется «я» и как это «я» действует. Это для монолингва, для билингва это «я» превращается в такой коридор, потому что несколько октализов накладываются друг на друга, и, собственно, это дает многовариативность билингвальной личности. Что мы должны были помочь ребенку осознать? Во-первых, что если мы начинаем действовать в новой культуре или даже в культуре, которая кажется нам знакомой, нам важно начинать с уровня «я вижу и слышу». А что видит и слышит человек? Только то, что он знает, что он осмыслил и присвоил. А знает только то, что может увидеть и услышать сам. То есть если я вот сейчас вам это рассказываю, но вы никогда с этой системой не сталкивались, то это кажется вам сложным, непонятным. Почему? Потому что вы с этим оперативно не взаимодействовали. И необходим какой-то дополнительный импульс, а я сейчас буду этот импульс давать путем примеров, и с вами мы попробуем все, для того, чтобы это сработало. Дальше ребенку это необходимо абсолютно так же, как и вам. То есть учителя ему что-то рассказывают на каком-то языке, о какой-то культуре, а он не в них, он не внутри, он не в контексте, и он не понимает. И у него отсутствует интерес, отсутствует мотивация. И нужно дать ему попробовать через игру для того, чтобы он в это погрузился и начал в этом агировать и реагировать. Человек умеет только то, что он чувствует, как на тактильном, так и на эмоциональном уровне. И чувствует интуитивно, что что-то умеет или чего-то не умеет. И вот когда ребенок начинает чувствовать, или педагог, или взрослый начинает чувствовать, что он внутри умеет, вот это умение в нем выросло, накопилось, сформировалось путем многократного проживания опыта,
у него появляется внутренняя потребность самореализации. И опять же мы даем ему игру, чтобы он самореализовался успешно и относительно безопасно. Наконец, человек может то, что он понимает. И тут тоже очень важна игровая деятельность, потому что в реальной жизни очень часто педагоги, родители дают детям непонятные указания. Для взрослых это кажется само собой разумеющимся, для детей кажется это совершенно невнятным. А выполнить такой невнятный приказ извне, невнятный не с точки зрения языка. Язык ребенок понял. Он не понимает культурный контекст этого приказания, он не понимает, чем это приказание обусловлено, почему нельзя так, а нужно так. И вот для того, чтобы объяснить ребенку культурные контексты, чтобы научиться переключаться между контекстами и показать, почему в одной культуре можно так, а в другой так нельзя, также необходима игровая практика на интеркультурном уровне. И, наконец, человек делает то, что хочет, а мы понимаем, что играть человек хочет всегда. И эта игра регулируется обществом, то есть мы предлагаем игры, которые учитывают какие-то доминанты культурные, принятые в сообществах, в которые входит ребенок, и в то же время игра очень хорошо, если она будет реализовываться как в семье, и вот здесь нам нужны осознанные родители, готовые брать игры и реализовывать их дома, так же, как осознанные педагоги, которые те же игры реализуют в школе. И тогда домашняя культура, домашние языки и культура, реализуемая в школе, они будут взаимодействовать, и вот это вот пространство взаимной интеграционной сохранности ребенка, собственно, реализовывать. Если не государственная школа, то хотя бы дополнительное образование. И тогда можно будет говорить действительно о том, что ребенок не просто владеет языком и может на нем элементарно изъясниться, да, как когда-то этому обучали в технологии Берлица, а он действительно владеет этнолингвокультурными контентами и контекстами и может в них активно, осознанно агировать и реагировать. То есть он не просто говорит на языке, а он понимает, почему, как, в какой ситуации можно и нельзя использовать даже на элементарном уровне какие-то лексические единицы. И вот сейчас я вам покажу, как эти игры начинать, игры, связанные с поликультурным, интеркультурным контентом и пространственным контентом. Первый шаг всегда, когда вы начинаете игру, это создать игровое пространство. То есть, если вы приходите в класс, где ничего для игры не подготовлено, или в группу детского сада, где ничего для игры не подготовлено, именно вашей игры на интеркультурном уровне для билингвов, вам придется это готовить самим. Иначе пространство будет играть против вас. И вот здесь, в этой презентации, я дала линки на статью, что такое системная методика создания умного образовательного пространства в билингвальной и поликультурной среде, и что такое интерактивные плакаты, которые используются для этого пространства. Сейчас я что-то пролистываю, это мир Интер, да, я думаю, что всем понятно, почему у нас сейчас мир Интер, да, и почему он интеркультурный, интердисциплинарный, надпредметность, интеракция как основа интеграции, интерактивность и медиакомпетенция как основа инструмент коммуникации, интерференция, которая не всегда негативна, как логика картины мира биполилингва. Я вам просто покажу, что такое говорящие стены. Теорию я опущу, вы сможете ее прочитать. И как они используются именно для создания игрового пространства, как контекста для реализации игры длиною в жизнь. Такой образовательный, развивающий, погружающий ребенка в мир языков и культур. Вот здесь примеры будут из Испании, из Эстонии.
Испания – это испанский и каталонский язык, каталонский как региональный. Эстония – это эстонский и русский язык, Нарвский регион, да, русский язык как региональный. В детских садах и школах. Пространство, которое помогает ребенку понять равноценность языков, в смысле их равнозначности в его развитии, в его самореализации, самопрезентации, но и понять, в чем разница этой самореализации и самопрезентации на каждом из языков, и эту разницу отыграть. И вот здесь нам необходима технология умного пространства образовательного, говорящие стены и умный пол. И вот здесь я вам показываю примеры говорящих стен, стены, которые говорят на нескольких языках. И посмотрите, вроде бы правила поведения, они об одном и том же, но какая разная инфографика к этим правилам с учетом эстонской и русской культуры. Или вроде бы цвета, цветовая гамма об одном и том же, азбука цвета, но посмотрите, азбука цвета в рамках одной культуры, цвета имеют одно символическое значение, в рамках другой культуры другое символическое значение, и это тоже потом обыгрывается в игре. Еще очень важно, что в этом умном пространстве есть не только различающиеся компоненты, но и есть обязательно компоненты объединяющие. Например, названия планет на русском и на эстонском или на английском языке, они идентичны. Почему? Общие корни, вот это вот вселенские, общие, всемирные архетипы, а не только этнокультурные архетипы. Опять же, если мы говорим о пространстве игры, это не только класс, это не только кабинет, это не только коридор, это может быть и библиотека, это может быть и столовая. И вот здесь примеры умного образовательного пространства игрового в столовой, где нужно пожелать друг другу на 2 языках приятного аппетита, так, как это принято, где нужно сервировать стол так, как принято в данной культуре, и так, как принято на межкультурном уровне. Кстати, недавно была издана замечательная методичка, ее распределяли как бы в Россотрудничестве, насколько я знаю, но, надеюсь, она когда-то будет доступна всем. Это методичка по тому, как сервировать стол во время международных приемов, да, вот на этом интеркультурном уровне. И ребенку в интеркультурной семье тоже очень интересно, как накрывать стол, что ставить на стол, а что не ставить, в какое место стола ставить хлеб и так далее, вот с учетом его культур. Это тоже игра. Сервировать стол по-русски, сервировать стол по-немецки и так далее. Пространство туалетных комнат, как вести себя, чем там можно заниматься. В Германии дети могут играть с водой, и это норма поведения в туалетной комнате, в детском саду или в школе. За это никто не заругает, что ты брызгаешь и так далее. В России это не принято. Как это обыграть? Какие правила? Тоже линейки правил и их обыгрывание здесь существует. Что такое счастье? Представление о счастье. Это был проект в одной из школ, когда русскоязычные родители в Эстонии и эстоноязычные родители рассказывали в игровой форме детям и показывали, действовали, что такое счастье в их представлении индивидуальном и культурном. Ну, про чтение уже говорили. Времена года. Времена года – это прекрасная тема для того, чтобы поговорить, насколько разнообразен наш поликультурный мир. И тоже игра по временам года, вот здесь она формируется самими учениками, которые привносят в пространство образовательной организации свое видение времен года. Эмоции – это тоже как бы обыгрывание. Как я уже сказала, методичку я с удовольствием вышлю, там все это описано очень подробно, как организовывать игровое пространство.
Игра продолжается в течение всей жизни ребенка и в процессе его взаимодействия с окружающим миром. И, например, дети наши, начиная с 3 лет, активно фотографируют. Есть специальные детские фотоаппараты, и тоже мы научились это обыгрывать. Потому что фотография – это возможность увидеть один объект, одну ситуацию с разных точек зрения. Почему с разных? У нас есть опыт, когда мы проводили проект фотографирования одной и той же ситуации, одного и того же объекта носителями только русского и только немецкого языка и русско-немецкими билингвами. Очень интересные выводы. И вот эти выводы мы запечатлели в такой технологии «История в 6 словах», создание подписи и рамки к фотографии. Дальше мы разработали технологию онлайн-взаимодействия в диалоге культур. Эта технология называется онлайн-тандем. Учим языки легко и интересно. Это такое рекламное название, которое придумало издательство. Сейчас эта книга будет доступна и в России, благодаря российскому издательству. Поэтому тоже, кому интересно посмотреть, как работать в дистанте с детьми, начиная с 5 лет, группа и индивидуально в системе онлайн-тандемов и до вузов, милости просим. Ну и, наконец, пространство же не заканчивается онлайном. Пространство не заканчивается комнатой, кабинетом. Вот сейчас я сижу в своем рабочем кабинете, но за пределами этого кабинета целый огромный мир. Поэтому существует система мобильного образования, в котором дети выходят за пределы учебной аудитории, за пределы класса, за пределы школы, за пределы вуза и активно взаимодействуют с окружающим миром в рамках тех традиций, которые они освоили в учебной аудитории, и расширяя свои представления об окружающем мире путем диалога с ним. И вот здесь у нас интеркультурные тетради. Это кейсы рабочие для учеников начальных школ с поликультурным компонентом для того, чтобы развивать у них экологию мышления. А что значит экология мышления? Это в игре, в действии, а игра – это действие для ребенка самое эффективное и безопасное. В игре действия реализовывать ключевые принципы интерлингвального, интеркультурного пространства. Первое – это искать общее, а не различное в первую очередь. Второе – это позитивно реализовывать различия. И вот этому учат наши заботливые тетради, тематические кейсы, заботливые тетради. Пока они по временам года и окружающему миру на интердисциплинарном, интеркультурном уровне. Кроме того, мы работаем с такими игровыми вариантами, как квесты, да, то есть игровая технология квест, тоже кому интересно, интеркультурные квесты, квесты диалога культур, позволяющие реализовать этот диалог культур в действии, в конкретном пространстве географическом, тоже пишите, с удовольствием покажем, расскажем и пришлем видео. Ну и, наконец, то, о чем я рассказывала год назад, это сказкотека «Сказки народов России», где каждый кейс, он о диалоге культур. Но в технологии иммерсионного чтения, погружение в этот диалог культур и осознание общего и различного между культурами и сразу реализация. Еще один кейс, тоже, который мы готовы прислать, тоже основанный на иммерсионном чтении игровых технологиях, это интеркультурный. То есть вот если сказкотека – это этнокультурные кейсы, то здесь интеркультурный кейс, который позволит ребенку открыть разнообразие, вариативность мира. А взрослым, потому что ведь понятие культура – это не только этническая культура, а это, если говорить о том же осознанном родительстве, это культура поколенческая. Культура поколения родителей, культура поколения детей – это такой же диалог культур, как диалог культур между русскими и татарами, немцами и удмуртами и так далее, и так далее.
И вот этот диалог культур поколенческий мы помогаем реализовать в поликультурном, с точки зрения этносов, мире при помощи тетрадки кейса с котенком Рыком. Ну и, наконец, собственно, игровые технологии и игропедагогика. Это наша разработка, называется она «Игротека. Дети мира». Тоже вы можете это ввести в поисковик, в Google, в Рамблер, в Яндекс и увидеть, что же, собственно, включает в себя эта игротека «Дети мира». Там на данный момент более 20 игр, и я вам открою как первым секрет. Мы сейчас готовим совершенно новое, не существовавшее никогда прежде пособие, позволяющее детям, во-первых, осознать то, что объединяет все культуры, архетипы, исторические корни, скажем так, историко-культурные корни. Мы создаем рунические прописи. Во-первых, это подготовка руки к письму, да, осознанная, когда дети понимают, что каждая точка, каждая черточка, они прочитываемые, имеют какой-то смысл. Эти смыслы раскрываются на историко-культурном уровне, то есть на уровне, когда эти культуры наши были единым целым. И что потом из этого произросло, и как это сегодня реализуется в окружающей нас действительности. И вот эти рунические прописи тоже, несколько листочков, если хотите, мы готовы предоставить. Все игры игротеки «Дети мира» являются модульными. Что это значит? Это значит, что для каждой возрастной группы, для каждого целеполагания свой модуль правил. Они являются вариативными, потому что эти правила открыты. Они являются полифункциональными и междисциплинарными, развивая все составляющие коммуникативной компетенции, проводя компетентностную диагностику в том числе. На их основе можно проводить лидерский тренинг, то есть выявлять лидеров среди ваших детей, командный тренинг в межкультурных командах. Они интегративны. Эти игры можно совмещать с любым ПМК, УМК, и при этом это не требует никакой специальной подготовки ни организаторов игры, ни играющих. Они интеркультурны. Игры и персонажи игр составлены таким образом, чтобы при игре нельзя было применить какие-то внутрикультурные клише и стереотипы, то есть они на снятие клише и стереотипов. И, наконец, эти игры существуют на данный момент на 7 языках мира. Причем они не просто переведены, а там адаптирован и визуальный контент тоже. Это очень важно, потому что просто перевод неадаптивный здесь, к сожалению, не поможет, а будет даже вреден. И вот сейчас давайте мы с вами, наконец, поработаем активно. Да, методички есть. Спасибо за вопрос. Сейчас я увидела все ваши сообщения. Значит, я в конце покажу вам свои мейлы, свои контакты и в Фейсбуке, и в Скайпе, и в Телеграме, и в Дискорде, и по мейлу. И вы сможете, меня только вот в WhatsApp и Viber нету, и вы сможете написать мне и сказать, вот сейчас обратите внимание, записывайте в течение моего выступления, что вам хочется. Вам хочется методичку «Умные стены, говорящий пол». Вам хочется разработки по онлайн-тандему. Вам хочется сказкотека. Вам хочется заботливые тетради. Вам хочется истории котенка Рыка. Вам хочется какие-то игры из тех, которые я буду сейчас показывать, и мы с вами будем пробовать. Записывайте у себя на листочках, вот что бы вам хотелось для вашей практики, и потом вы мне сами будете писать на mail, который я покажу в конце выступления, и вы сможете тогда заказать бесплатно, как я вам сказала, любые из этих материалов, просто прислав мне перечень, чтобы я не заспамляла ваше пространство тем, что вам не интересно. Надеюсь, теперь на ваши вопросы я ответила. Идем дальше. Итак, игра «Азбучные истины».
важно, чтобы, как говорила коллега, выступавшая до меня, чтобы чтение с самого начала было осознанным. И вот эта осознанность как раз реализует иммерсионный подход. Мы погружаться начинаем в доазбучный период. Я сказала о рунических прописях, которые мы сейчас делаем публичными, сами-то мы ими давно пользуемся. И азбучные истины – это уже азбучный период, то есть когда дети осваивают азбуку. У нас есть, опять-таки, для билингвов, мы уже в 2004 году, представляете, сколько лет прошло, разработали комплексный пропедевтикум для обучения билингвов вне языковой среды, вне стабильной языковой среды, то есть вне России, русскому языку и основам русской культуры. Это называется, этот пропедевтикум, речевая палитра. То есть вот если вам захочется речевую палитру, тоже мне пишите, нам нужна речевая палитра. Я высылаю в электронной форме. Она больше не переиздавалась. То есть она была издана еще раз в 2012 году при поддержке Ямало-Ненецкого автономного округа на дисках и с тех пор больше, к сожалению, не переиздавалась, хотя востребована достаточно сильно. И вот дальше мы после речевой палитры начали работать, собственно, только с азбукой. И, например, вариант игры «Азбучные истины», игра тоже бесплатно может быть предоставлена, это игра с буквенным составом азбуки. У нас есть со звуковым составом, у нас фонетика, да, и у нас есть с буквенным составом азбуки. Какой вопрос задает нам русская азбука? Современная, не та, которая азбуки-веди, глагол «добро есть», а современная азбука. Какой вопрос задает нам русская азбука? Напишите, пожалуйста, в чат. Теперь мы с вами будем работать по играм интерактивно, чтобы вам было не скучно. Я поработала говорящей головой, теперь давайте работать вместе. Какой вопрос задает нам русская азбука, русский алфавит? Вот вы с детьми учите русский алфавит, алфавит другого языка национального. Как помочь детям погрузиться в них? Надо там что-то зацепить, что-то такое необычное, заинтриговать детей, вызвать их любопытство, поиграть, обыграть этот алфавит. Вот как мы можем обыграть? Начиная с такого вопроса, показать, что в этом алфавите больше, чем просто АБВГД и ЙОЖЗ, что за каждой буквой, как знаком, скрыта загадка, скрыты какие-то глубинные смыслы. Коллеги, так какой вопрос задает нам русский алфавит? Ну, русским языком мы же все владеем. Давайте медленно читать, а ведь это очень важно, медленное, осознанное, осмысленное, не техника чтения, никуда не гнаться за скоростью. А, Б, В, а дальше Г, Д, Е, Ё, Ж. А теперь собираем Г, Д, Е, Ё, Ж слова «Где ёж?». То есть русский алфавит задает нам вопрос «Где ёж?». Для маленьких детей это открытие, это эврика. Это тот самый ключик, триггер, когда переключается внимание. Это эффект вау, и ребенок ваш, класс ваш, дальше с ними вы можете работать. Если дети постарше, то вопрос «А где я?». А, Г, Д, Е, я. Первая, последняя буква. И опять же вы можете переходить отсюда на работу, то есть используя этот вопрос, используя этот заход игровой, вы можете переходить на обсуждение, а что такое А и что такое я. И всегда ли я последняя буква в алфавите? Ведь в русской национальной культуре я, последняя буква в алфавите, считается нормой сегодня. А действительно ли с точки зрения русской национальной картины мира, исконной, когда еще была азбуки-веди, глагол «добро есть», да, всегда ли в Древней Руси, всегда ли это «я» было последней буквой? Ведь нет. Ас, осмысленное «я» – это первая буква. То есть есть разница между «я» неосмысленным и «я» осмысленным.
И не такие уж мы разные, русские с европейцами, русские с германцами, где в европейской культуре я индивидуальная, личностная на первом месте. Значит, мы не разные, мы просто по-разному это рассматриваем с разных точек зрения. Об этом и о многом другом игра «Азбучные истины». Следующая игра – это профессии-помощники. Вообще сам момент, как попросить о помощи в рамках соответствующих культур, это отдельная тема. Кому обратиться можно, кому обращаться не стоит, насколько... Как обратиться, да, с точки зрения не столько языковой, сколько культурной, как сформулировать запрос о помощи, чтобы тебя поняли. И вот здесь отработка в игровом формате, игра профессии-помощники, отработка в игровом формате обращение за помощью с учетом русской национальной картины мира. Но вы можете те же профессии отработать на другом национальном языке, и у нас есть такое же для немецкого языка, и там совершенно другое построение диалога. Почему? Потому что по-русски необходимо представиться сначала. Для запроса о помощи в Германии, только если адрес ваш нужен, что приехали по правильному адресу, а так представляться не нужно. То есть достаточно просто попросить и поблагодарить, а между этим просто дать запрос. Как вас зовут, это ваше личное дело. И если оно не связано вот с этим контекстом ситуации, вы не обязаны себя называть. Следующая игра – это игра «Колесо обозрения профессий». 35 профессий и более 10 модулей для работы с этим профессиональным контекстом. При этом картинки, они сделаны так, что они интернациональные. То есть носитель и германской национальной культуры, и французской, и так далее, и русской, он узнает эти профессии по свойственным для них инструментам. А вот лексика, такие вот листочки, которые в центр размещаются, она должна быть на одном из языков. И с учетом того, на каком языке эта лексика распределена в центре и будет действовать в рамках соответствующей культуры, ребенок, обыгрывая эту профессию. Учитель в Германии и учитель в России – это два разных человека. Разных с точки зрения ожиданий носителей культуры от носителей данных профессий. Игра «Тематическая рулетка». Здесь на примере продуктовой рулетки. У нас есть бесплатные курсы, и они как раз сейчас идут при поддержке правительства Москвы. Это бесплатные международные онлайн-курсы для педагогов, которые хотят научиться системе игры. То есть как играть, я бы не сказала правильно, потому что вообще слов правильно и неправильно, как из оценок, я не люблю. Как играть системно, как играть полифункционально, как видеть все подводные камни, да, подводную часть айсберга в игре и как ее реализовывать на практике. Так вот, выпускница таких международных курсов первого выпуска, Наталья Сноу, она разработала электронную игру «Тематическая рулетка» с точки зрения русского языка и с точки зрения английского языка. Как здесь можно на примере этой игры не только составить предложение, что делать со случайно выпадающими вот тут на разных уровнях словами, когда, кто, что делает, с чем, да, отработка вот этой системы, но и национальное меню, национальная кухня. Например, что делают в России носители русского языка как родного с перцем? Перец фаршируют. В Германии, если сказать перец фаршировать, ну, на вас посмотрят, мягко говоря, вот такими глазами. Но в Германии перец можно жарить, причем со специальными специями, и это тоже достаточно вкусно. Перец добавляется в утку, в подготовку там курятины и так далее. То есть вот эта
представление, что можно делать с каким-то продуктом в разных культурах, оно связано также с историей данного продукта, с историей данного овоща, фрукта и в данной культуре с длительностью этой истории и тому подобное. Например, в Мексике блюд из картофеля намного больше, чем в России, хотя считается, что в России картошка – это национальная еда. Это не совсем так, в России все-таки это репа. И вот тут мы погружаемся уже в наши историко-культурные корни, когда говорим о продуктах питания. Следующая игра – это игра «Мультконтакт». В этой игре несколько вариантов. И самое важное в этой игре, что есть вариант абсолютно интеркультурный, это первый и третий вариант, и есть вариант интракультурный, этнокультурный, это второй вариант. Первый вариант – это мультфильмы про инопланетян и каких-то приближающихся к ним по сущности персонажей, например, персонажей типа Шрека или персонажей типа Академии монстров. И взаимодействие с этими персонажами во вроде бы типичных ситуациях. Отработка поведения с нетипичным собеседником, с нетипичным соучастником в типичной ситуации. Типичная ситуация – это кафе, больница, улица, магазин и так далее. А персонаж, с которым вы встречаетесь, нетипичен. Простите, что у нас происходит в нашей регулярной повседневной жизни? Мы можем прийти в магазин, и, например, в Германии, и встретить представителя Сирии. А мы не знаем, что он представитель Сирии, но он ведет себя как-то не так. Да? Другое дело, если темнокожий человек и ведет себя как-то не так, мы можем предположить, что он представитель иной этнокультуры. А если человек выглядит абсолютно как мы, но ведет себя совершенно иначе, нетипично, да, как нам подстроиться под него, и нужно ли подстраиваться всегда, как нам договориться с ним, как найти точки соприкосновения. И вот это отрабатывается в первом модуле игры «Мультконтакт». Как я уже сказала, второй модуль игры «Мультконтакт» – это этнокультурный для русских сказочных персонажей. Но вы также можете его использовать на уровне диалога культур, потому что Баба-Яга в испанском варианте, например, это Бефана. И визуальный ряд создан таким образом, чтобы можно было перепутать, да, персонажей. То есть водяного назвать Нептуном, домового назвать гномом, кота-баюна назвать в соответствии с котом-оборотнем, да, с европейской традицией, и так далее, и так далее. И Бабу-Ягу ведьмой или Бефаной, то есть там, не знаю, Змея Горыныча драконом, то есть отбор персонажей такой, чтобы можно было легко в том числе диагностировать, а насколько дети живут в данной этнолингвокультуре и действуют, как они назовут. Вот первый модуль данной игры – вытащить карточку, назвать персонажа и описать характеристики, самый элементарный. И когда ребенок вытаскивает и называет, да, мы уже понимаем, он агирует, реагирует в русской национальной культуре или в инонациональной культуре. И как его переключить между культурами, как научить его вот это вот код-свитчинг, да, как на лингвистическом, так и на экстралингвистическом уровне. Дальше модули игры, опять же, работа с вот этими персонажами по деклишированию мышления. Вот давайте мы с вами опять все-таки попробуем поработать, хотя в чате как бы такая тишина, но я сделаю еще одну попытку. Первое предложение к вам. Вот назовите, пожалуйста, персонажа первого в нижнем ряду. Кто это такой? Я даже увеличу вам картинку, чтобы вам было проще. Вот, персонаж первый в нижнем ряду. Кто одноглазый такой, желтенький, хвостатенький в русской национальной картине мира? Это кто? Как этого персонажа мы назовем и какие качества у этого персонажа существуют?
коллеги? Пожалуйста, в чат напишите, чат активен, вы можете в чат писать, что это за персонаж. Первый – птенчик, ага, похож на птенчика одноглазого, эльф, на эльфа похож, чудо-юдо, действительно, с какой-то точки зрения это чудо-юдо. Лихо одноглазое, молодцы, Ольга, спасибо огромное, это лихо одноглазое. Спасибо, циклоп. Вот видите, вы уже назвали то, что характерно для разных культур. В одной культуре это циклоп, в другой культуре это лихо одноглазое, и фрагменты третьей культуры крылышки значит эльф, да еще и среди зеленой растительности. И дальше между ребятами, которые назвали вот это по-разному, в рамках игры организуется аргументативный, то есть они аргументируют должны свою точку зрения, диалог, где они объясняют. Например, один говорит циклоп, у него вот такие черты характера, другой говорит лихо одноглазый, у него такие черты характера. Они слышат друг друга и понимают, что черты-то характера идентичны, названия разные. То же самое, дракон. Один говорит дракон, другой говорит, что это не дракон, а Змей Горыныч. Опять описывают характеристики, слушают друг друга и понимают, характеристики-то одни и те же. Названия разные. В разных культурах разные названия, но характеристики во многом общие. Есть общие между Бифаной и Бабой Ягой? Есть, безусловно. С ними можно договориться. Они обе могут приносить как добро и зло. Да? Они обе могут выступать как антагонистами, так и помощницами и так далее, и так далее. И здесь можно выходить и на беседу о традиции одноглазых персонажей. И у нас это есть в сказкотеке, у нас есть целый кейс, посвященный сказкам с использованием одноглазых персонажей. Почему они одноглазые? Что это такое за одноглазость? Почему этот архетип присутствовал во многих культурах? QR-коды, спасибо за вопрос, это не задание. Задание у нас как бы перечень модулей игровых, в нормальном текстовом формате для организатора игры. А QR-коды на обороте карточек – это для двух модулей игры расшифровка характеров персонажей. Дети считывают QR-код, он или ведет на какой-то линк, но в этой игре это дается текст, в следующей игре он ведет на линк, и описывается характер персонажа, и нужно этот персонаж, например, в диалоге, то есть один вытащил один персонаж, другой вытащил другой персонаж, они не видят, кто кого вытащил, они считывают QR-код, характер персонажа, и дальше они отыгрывают от имени этого персонажа ситуативный диалог. И нужно в рамках диалога догадаться зрителям, то есть двое отыгрывают, да, два вытащивших карточки персонажей друг с другом отыгрывают ситуацию от лица персонажа в данной культуре, в данной традиции, а все остальные участники команд должны догадаться, кого вытащил член другой команды. Если догадываются, то получает этот член балл. Если не догадываются, соответственно, он отыграл невнятно. То есть QR-коды – это описание характера. Ну и, наконец, игра «Мультконтакт 3». Это персонажи, созданные моими учениками, потому что мы не только играем, мы создаем игры подростками из разных стран мира. И отрисованные тоже моей ученицей из России. И вот тут очень интересно, что это персонажи несуществующие. Их придумали сами дети, дали им название, дали им характеристики. И тут самый интересный модуль по внешности персонажа, прочитать его характер. Ведь это та беда, которая преследует нас, взрослых, в поликультурном мире. Мы очень часто смотрим на внешность человека или даже слышим: «О, это человек из Германии», и дальше считаем, что мы о нем все знаем. На самом деле мы ничего не знаем об этом человеке. Мы знаем в традициях, какой культуры он рос и воспитывался, но насколько он принял эти традиции, насколько он их отвалидировал в своем собственном опыте, это большой вопрос.
И вот этот модуль игры, он учит читать конкретного человека, конкретную личность по ее проявлениям в ситуации. И здесь QR-коды – это название этих персонажей, придуманные детьми. На английском они в основном писали и на русском, в русском варианте. И описание характеристик этих персонажей, придуманные детьми, которые создавали эти персонажи. И они очень часто с внешностью, вроде бы внешность такая мягкая и пушистенькая, да, а под ней монстр. Или наоборот, внешность прям вот такая отталкивающая, а под ней замечательный персонаж. Отказ от характеристик, от отношения на основании внешности. То есть если раньше говорилось, по одежке встречают, сегодня это не работает. Сегодня это клише и стереотип, препятствующий межкультурной коммуникации. И вот здесь в рамках игры, в том числе, мы с детьми, с подростками переходим к переосмыслению устойчивых пословиц, поговорок, связанных с внешностью, связанных с одеждой, с внешними проявлениями, и понимаем, что эти поговорки сегодня не работают в поликультурном мире, а работает что-то другое. Следующая игра – это игра «Тяни, толкай». Это слово образование, безусловно. Это игра на отработку счета тоже. Но это также игра ситуаций и игра первого знакомства еще в детском саду. У нас в нее играют в 3 года, в 4 года, в 5 лет. Первого знакомства с проектными технологиями. Настоящими. Не когда учитель приходит, ставит задачу, которую перед ним поставил директор, потому что в стране такой-то год, да, науки, культуры и так далее. А когда человек, ребенок, взрослый сам из окружающего мира принимает вызов и реализует этот вызов в силу своих компетенций. Вот игра «Тяни, толкай» про такой прием вызова из окружающей действительности и его пошаговую, последовательную реализацию. Здесь нужно создать какое-то необычное существо, просто ходя, то есть каждый игрок получает половинку карточки, и дальше они ходят, как мы в реальной жизни, мы ходим и ищем свою половинку для реализации проекта семья, проекта сотрудничества и так далее. И вот они ходят и ищут эту свою половинку, и дальше им нужно договориться. А договариваться приходится на уровне диалога культур, потому что у нас нету монокультурных групп, классов и так далее. И они должны придумать общее название для этого персонажа, придумать его характеристику и представить его на языке игры. Язык игры в начале игры говорится: играем на немецком, играем на английском, играем на русском и так далее. Что значит на языке игры? Это значит в культуре и в традиции культуры игры. Ну, и, кстати, вот эту игру очень любят педагоги, потому что и педагоги сами на своих собраниях и с родителями играют в эту игру. А что, если к вам пришел такой ученик? Не собака, не попугай, а собагай. Вот представляете, ребенок, который не то, ни другое, а что-то третье. Что с ним делать? Как с ним взаимодействовать? Где искать точки соприкосновения? Такой модуль тоже есть. Игра «Новые крестики-нолики». Это функционал игры крестики-нолики, но для того, чтобы поставить крестик или нолик, нужно, осмотревшись в окружающем пространстве, найти объект, содержащий такой крестик или такой нолик. Вот, например, у меня здесь стоит, ну да, понимаем, да, Tipp-Ex по-немецки это называется, ну, коррекционная паста. Она содержит нолики. И если я хочу поставить нолик, то мы работаем на немецком языке, то я говорю Tipp-Ex, да, и ставлю нолик. Если мы работаем на русском, да, я должна найти эквивалент корректор, коррекционная паста, белила, там, не знаю, замазка, как угодно, назвать это по-русски, чтобы другие игроки поняли, и тогда поставить нолик. Тут есть тоже много модулей игры, когда мы сначала ищем в окружающем пространстве, это как бы освежить и расширить словарный запас, научиться переключать коды, то есть тут на очень многие моменты.
Опять же, то, что, с чем другие, как правило, не работают, это вот та самая невербалика, язык тела. В разных культурах означает разное. Мы давным-давно, сначала для моих студентов, теперь мы это делаем и со школьниками, и с дошкольниками, чтобы они вдумчиво использовали вот, да, руки для языка тела, жесты. Как читаются жесты в разных культурах? Почему они именно так читаются? Например, что значит вот этот жест, эти ушки, да, которые я показываю постоянно? То есть носитель немецкого языка как родного моментально ответит на этот вопрос. А что думаете вы? Вот когда я показываю или вот так, что это значит? В чат, пожалуйста, напишите, как вы считываете вот этот мой жест, когда я его показываю. И тут, пока вы пишете, я просто скажу, что в модулях это идеологии жестов, да, это и жестофон сломался. То есть это очень разные варианты игр с использованием жестов. Игры командные, игры человек на человек, игры диалоговые и так далее. Итак, что значит вот этот жест у носителя немецкой национальной картины мира и немецкого языка как родного? Внимание или первый? Ага, вы считаете хорошо. Еще. Все окей. В кавычках. Правильно. Вот этот жест означает в кавычках. То, что я говорю, нужно воспринимать как в кавычках. Да? Если все окей, у нас вот такой жест или вот такой жест, да? Если согласие, соответственно, да, ну и так далее. И вот а если я вот это покажу в Ливане, решат, что я предлагаю сексуальные услуги. То есть вот тут очень важно понимать, когда человек другой культуры с вами общается, нужно договариваться не только о терминах, а нужно договариваться в том числе вот об этой невербалике и показать это детям, отыграть это с детьми. Следующая игра пиктограф. Вроде бы пиктограммы в разных странах мира, ну, как бы вариации, конечно, есть. То есть у нас через дорогу перебегает лань, в Швеции через дорогу перебегает лось, а в Австралии через дорогу перебегает кенгуру, а в Греции через дорогу переползает черепаха. Да? То есть вот этот знак «Осторожно, дикие животные», которые пересекают дорогу на трассе, чтобы снизить скорость. В разных странах те дикие животные, которые для этих стран как бы характерны. Понятно, что в Австралии лось был бы более чем странен, как и лань. Да, в России коровы, правильно. И вот эта вариативность, это интеркультурная вариативность, и тоже она в этой игре обыгрывается. У меня целая коллекция, например, как в транспорте обозначаются зайцы. И что такое слоник с хоботом в транспорте в России, что такое слоник с хоботом в транспорте в Чехии. Это разные как бы значения. И вот здесь мы работаем с пиктограммами. С одной стороны, как их понимать в традиции русской национальной картины мира. Если вы приехали в Россию, как вы будете на это реагировать, где это размещено и так далее. Как составлять рассказ, сторителлинг с пиктограммами. Дети очень любят сторителлинг с пиктограммами, потому что вот то, что показывала Екатерина Протасова, ее доклад я также послушала, с Вимельбух, такие истории детям нашим поколения Z с пиктограммированным мышлением, с клиповым мышлением, они очень сложны. И поэтому, чтобы посадить ребенка рассказывать по Вимельбуху, нужно и родителям, и педагогам применить определенные усилия. А вот рассказывать по пиктограммам человеку с пиктограммированным мышлением, клиповым пиксельным мышлением и восприятием, супер просто. И поэтому история с пиктограммами, давайте вспомним с вами кубики истории. Знаменитая всемирная игра, просто вот, как немцы говорят, Рена, то есть игра, которая завоевала весь мир, и все аэрокомпании это продают и дарят и детям и так далее. Кубики историй. Они же не с картинками, они с пиктограммами. Это не случайно, это ответ на вызов и реальность нашего современного мира.
Что такое слоник с хоботом в Чехии? Это, ну, скажем так, нужно быть осторожным, потому что есть не очень поворотливые пассажиры, скажем так, пассажиры с ОВЗ, и нужно обращать на них внимание. Слоник с хоботом в России, не прислоняйся, прищемит. То есть очень часто я видела и в Москве, и в Петербурге на дверях этого слоника с хоботом, что прислоняться нельзя, иначе прищемит. Хорошо. Идем дальше. То есть вот с пиктограммами, причем с пиктограммами мы отрабатываем не только то значение, которое свойственно в данной культуре, но и мы уходим от клише и стереотипов с пониманием вот этого интеркультурного пространства. И, например, мы понимаем, что вот эта вот рука черная – это стоп, посторонним вход воспрещен в русской национальной картине мира. А дальше мы придумываем варианты, а что это еще может быть? Например, вход без одноразовых перчаток, они черного цвета часто, особенно у поваров, воспрещен. Или кричать, посмотрите, рот открыт, запрещено. То есть мы в пиктограмме уже обращаемся не к целому, а к детализации. Но не как в Вимельбухе, там нужно все рассматривать детально и долго, а это четко выделенные детали, и мы учимся концентрироваться на них. А потом уже можно и в Вимельбух. Игра речедром – это принцип кубиков историй. Опять же, нужно составить историю, но не просто составить историю по карточкам ситуаций, но это кубики еще со временем. То есть мы работаем с тем, что у нас разные временные зоны. И это очень полезно для моих студентов было, например, и моих школьников, потому что у нас были международные обмены, у нас онлайн-тандемы, чтобы они не звонили людям, когда, простите, то есть вот, например, у меня ученик там из Австралии или ученик из США, и ему нужно что-то мне срочно, или из Сингапура, или из Южной Кореи, и ему нужно мне что-то срочно сообщить, а у меня, простите, не то время, когда я готова какие-то сообщения принимать. 3 утра я сплю. И чтобы он понимал, что не всегда человек находится в его распоряжении по чисто объективным причинам, он должен отработать систему часовых зон. И вот это мы отрабатываем. Кстати, коллеги тоже, готовя конференции, например, недавно была чудесная конференция в Португалии, я получаю программу, моя коллега из России получает программу, я в Германии, это в Петербурге, и я смотрю, там время указано. И дальше мы начинаем переписываться с коллегой, и она говорит, ну вот там я выступаю в такое-то время по Москве. То есть она привыкла, что все по Москве. Я привыкла по среднеевропейскому времени. Да? И я говорю, нет, ну там явно не по Москве, потому что там получается странно по среднеевропейскому времени, что мы начинаем в 6 утра. Мы вряд ли будем начинать в 6 утра. А потом выясняется, что время-то вообще португальское, просто нам об этом забыли сообщить. И когда я пишу организаторам, они благодарят и говорят, ой, мы об этом не подумали. Вот чтобы такие нюансы при коммуникации не возникали, как раз вот такая игра речедром, но речедром еще и про то, чтобы слышать, что говорят другие, функциональное слушание, функциональное восприятие, функционализация восприятия сообщения на родном и неродном и иностранном языке тоже отрабатывается в модулях. Дальше генератор историй. Это, я думаю, чистая игра в чепуху, и многие из вас уже поняли, тут есть модули, вытаскиваются вопросы, нужно отвечать друг за другом, внутри команды, между командами и так далее. Игра кубидром – это кубики историй наоборот, да, то есть можно с этими кубиками работать осознанно, размещая их, например, вот на одном кубике выпали жеребята, на другом кубике нужно найти их родителей и правильно назвать на своем языке. Это для совсем маленьких детей. А для подростков чистые кубики, на которые наклеиваются исторические деятели и исторические периоды, бросаются 2 кубика. Вот как выпадет, так и выпадет. Выпал Петр I, выпала перестройка, возможно ли была перестройка в эпоху Петра I? И что бы тогда произошло? Роль личности в истории, влияние общества на личность – это отработка историко-культурного контента. Игра эко-мемори. С одной стороны, мемори – отработка памяти, отработка внимания, отработка памяти кратковременной, в том числе визуальной.
и на местоположение очень важное в наше время. И с другой стороны, это не просто memory, а тут, когда мы переворачиваем карточки, для того, чтобы их забрать себе парочку, да, нужно проговорить, как правильно, как неправильно, экология мышления, функциональность действия, экономия ресурса, проговорить, опять-таки, на родном языке с учетом родной культуры. QR-коды подсказывают, если вы не знаете как. То есть еще и чтение тут задействовано функциональное. Игра хоббидром, масса модулей. Это и про профессии, это про хобби, это про развитие речи, это для более слабых, это для более сильных, это хобби на том языке осваиваемом. Опять же, в чем большая проблема? Если мы говорим о неродном или иностранном языке, то очень ограниченный круг тем. А за счет игр мы количество тем расширяем, политематическое. И вот этот билингвизм, он формируется. Если мы на одном языке говорим о профессии, то и на другом, профессии помощники, колесо обозрения профессий. Если мы на одном языке говорим о хобби регулярно, не один раз, когда тема в учебнике, то и на другом, игра хоббидром. Если мы на одном языке говорим о ситуациях нетипичных, то и на другом, мультконтакт и так далее. Игра «Поздравляндия» – это у нас в начале каждого урока или в середине каждого урока. Дети уже сами просят, подростки сами просят, взрослые даже сами просят. Давайте поиграем в «Поздравляндию». Можно играть с карточками, можно карточки ситуаций, с чем поздравлять. Можно спросить у самих участников, что у вас хорошего произошло за минувшее время, и отработать это хорошее, чтобы люди научились слушать хорошее, а тот, кто сказал, например, у нас там кошка окатилась, с чем будут поздравлять другие люди? Ведь каждый человек поздравляет с тем, что он услышал. Кто-то хочет кошку, но не может ее завести, и он будет поздравлять с тем, что вообще есть кошка. Кто-то поздравляет с прибавлением семейства, кто-то поздравляет с тем, что забот прибавилось, кто-то поздравляет с тем, что теперь будет интереснее жить и так далее, и так далее. То есть каждый поздравляет со своим. Тут отрабатываем и лексику, но и отрабатываем поведение в ситуации. У кого-то кошка священное животное, да? У кого-то кошка практикоориентированная ловля мышей в силу той культуры, в которой живет, и той ситуации, в которой находится. Дальше мы разработали этноигротеку с тафаларским языком, но вместо тафаларского языка и визуальной картины мира носителя этого языка как родного, можно использовать любой другой язык, любую другую культуру. Это часть кейса мотивационный хакатон. Вот этнохакатон – это наша с коллегами разработка. Впервые мы ее для России применили в 2018 году в Элисте, на международной конференции. Теперь я знаю, что этнохакатон размножился, но методика этнохакатона – это конкретная, разработанная нами с эстонскими коллегами и с коллегами из Элисты методика. Мы ее разрабатывали, простите, в течение 2 лет. Дальше игра фразеологика, визуальный модуль, работа с фразеологизмами с учетом данной национальной картины мира. Игра «Одевайка», есть анатомический модуль, фразеологический модуль «Одеть». «Одевайка» – это я рассылаю своим ученикам в электронной форме для распечатки фигурки мальчика и девочки и то, во что их одеть. Мы когда-то в свое время, когда я была очень маленькой, одевали картонных кукол в бумажную одежду. Вот принцип тот же самый, просто здесь мы прикладываем интеркультурный и этнокультурный компонент. Вот как раз игра «Одевайка», игра ситуаций, одеть по погоде, одеть по ситуации с учетом данной национальной картины мира. Есть еще креативатор, развитие креативного мышления в интеркультурном контексте. Тоже, кому интересно, пишите, вышлю в электронной форме. Тем более, что в 2022 году Россию, как и весь мир, ждет ПИЗа по креативности. Вот это о той креативности, которая будет в ПИЗе. Ничего общего с творчеством нет. Ну и, наконец, игры системы Эмофон, которые мы сначала реализовывали на основе разработок Роберта Плутчика.
колесо эмоций, Octalis эмоций. Потом мы от этого ушли, потому что Роберт Плутчик и в цветовой, и в тематической, как бы вот в базе наименований он давал европейскую, точнее даже не европейскую, а, скажем так, свою национальную картину мира, а мы знаем, цветовая символика различается, и красный цвет в Испании, красный цвет в Германии, красный цвет в России и в Японии имеют разное наполнение, поэтому мы в своих эмоджи ушли от цветов, а если кому-то хочется поработать с цветами, то в дополнение к эмоджи вот такие звездочки, здесь для русской национальной картины мира. И эмоджи разрабатывали наши психологи, психолог-когнитивист, да, психолог-психотерапевт, сказкотерапевт и логопсихолог. То есть и наш дизайнер эти эмоджи создавал. То есть если вы хотите работать с эмоджи на интеркультурном уровне, тоже можете использовать эмоджи из нашего эмофона. Они действительно интеркультурны в своей реализации. И дальше вот как раз уголок эмоций, как с ним работать. И вот это примеры из России. Эмотренажер, перчатки эмоций, тоже на интеркультурном и интракультурном уровне. Эмотренажер засад, это для детей чуть постарше, ну, тоже детский сад. Эмотренажер театр эмоций, это уже для начальной школы и подготовки к начальной школе, то есть 6+. Обратная связь по эмоции на уроке онлайн, да, то есть вот мы сейчас с вами общаемся, я вас не вижу, да, я пытаюсь как бы вас активизировать, но я вас не вижу. Если мы с учениками общаемся без включенных камер, даже в Zoom, потому что в нашей традиции в Германии не принято заставлять учеников включать камеру, потому что включить камеру – это значит впустить человека в свое личное пространство, а может быть ученик к этому не готов. Но мне надо получить от них обратную связь, что они здесь, что они работают. Правильно, Анна, да? Вы правильно поняли, здесь 1А, 1Б, 1С. Вот кто хочет, может сейчас на себе попробовать, какое у вас сейчас настроение, а я объясню, как это еще работает. Вот Анна написала 1Б. 1Б – это настроение активного слушания, да? Вы активно слушаете, и это позитивное настроение. 4С – это удивление, это вау, а сколько, оказывается, нового можно открыть, да? А 1С, например, ой, я хочу это немедленно воплотить в действие, да? 1А – любопытно, я послушаю, и так далее. 2С – это такое настроение, как бы, когда человек, интересненько, а вот если так, да, то есть как бы такой, в немецком языке есть термин для этого, значит, 3Б – это спокойное внимание. То есть вот здесь фактически, во-первых, мы помогаем людям ориентироваться визуально, а часто люди не могут, тем более на неродном или изучаемом, осваиваемом языке, назвать свою эмоцию. Это безумно сложно. Плюс еще мы не позволяем негативу вербально быть выраженным в чате урока, иначе это ударит по всей группе и испортится настроение. Человек напишет плохое настроение, все, я убью собственный урок и всю мотивацию занижу. А здесь ничего не называется. 1Б, 1С. Это я знаю, что за каждый, да? Это я могу так быстро посмотреть, да? Потому что я помню, как это все называется и как это работает. Тоже, кому интересно, пишите, пришлю. Еще как можно настраивать эмоции. Игра поздравляния. Что у вас хорошего? Линейка эмоций на выходе с урока. Когда в реале, то есть вот виртуально мы так проверяем, а в реале распечатывается такая линейка эмоций, и ученики своими прищепками бельевыми, где написано их имя, или где их какой-то логотипчик, аватарчик, фотографии и так далее наклеены, они, выходя с урока, прикрепляют свою эмоцию, на которой они выходят с урока, вот на эту линейку. И учитель может посмотреть, как он провел сегодняшний урок. Это моментальная обратная связь для учителя. А на обороте
на обороте этой линейки расшифровка для учителя, да, если вот здесь, да, я герой, я сделал, значит, ученики находятся в ситуации готовности делать, и домашние задания они точно ваши выполнят. А если вот здесь я не понимаю, я не хочу, то, простите, что-то вы не дотянули, нужно что-то менять. Это игры-тренажер Эмо-овечки, тоже опробирован в России. Какие игры с эмо-овечками? Он уже тактильный, ну вот как раз детки. Есть игра-тренинг «Помпоны настроения», тоже он здесь описан. Есть эмо-конструктор. Вот это очень интересно, тоже с точки зрения диалога культур, потому что, ну вот, например, очень часто мои коллеги из России говорят: Катя, почему ты все время улыбаешься? У тебя что, такое хорошее настроение всегда? Нет, бывает очень трудно, бывает очень сложно, но в традиции немецкой, германской национальной личности принято улыбаться, как бы не было сложно. Держать лицо, именно улыбка. Это традиция. Хотя, когда меня моя Бонна, немка, воспитывала, она объясняла так, что улыбка – это демонстрация хороших зубов, здоровых, которыми ты больно можешь укусить. И вот это специфика немцев. Ее нужно знать, если вы хотите с немцами сотрудничать. И русские не будут вам всегда улыбаться лучезарно, да, они покажут вам своим выражением лица, о чем, как и что они о вас думают. И поэтому русских очень просто прочитать, и этим тоже пользуются представители, например, Германии, прочитываемостью русских по их мимике. И вот здесь мы подбираем, как бы это такие кубики, сейчас я вам покажу, как это работает, мы сдружились, и я создавала игры этно- и интеркультурные для Йохакуба. Это российская технология, которые обратились за созданием методики использования Йохакуба вне просто как конструктора, там, построить башню, раскрасить и так далее, а именно как образовательного инструмента. И вот здесь эти кубики, они вращаются. И посмотрите, 4 стороны кубика, низ один и тот же, а верх меняется, и меняется эмоция. И здесь можно и называть, и рассказывать, и создавать ситуацию. Например, мы составили 3 кубика. Да, руководители тоже этим пользуются. Кому интересно просчитывание информации, тоже приходите, у нас есть курс, правда, он только для психологов, в силу того, что можно не только помочь, но и навредить. И мы очень не хотим никому вредить. У нас есть специалисты по когнитивной психологии, лингвопсихологи, этнопсихологи. И у нас есть курс для психологов, как считывать человека не только по выражению лица, позе, что уже достаточно известно, но и как считывать человека по его высказыванию. То есть, когда человек о чем-то говорит, на самом деле он говорит намного больше о самом себе, если смотреть не только, ну, как сказать, семантику слов, но и смотреть выбор частей речи, порядок слов и многое другое. Так, ну вот это Эмофон с Йохакуб. И, как я обещала, мои контакты. Если кого-то что-то заинтересовало, милости просим. У нас большая команда, как вы поняли, я просто научный руководитель команд теперь уже. И мы с удовольствием расскажем вам и про профориентацию, и про то, что такое компетенции в межкультурном пространстве, в интернациональном пространстве, и что такое, как работать с лингвопсихологией на интеркультурном и интракультурном уровне, и как работать с играми, что такое иммерсионное чтение. Пишите. Запрашивайте материалы, которые я сегодня показывала, задавайте вопросы, может быть, что-то я не рассказала, не показала, с удовольствием продолжу с вами индивидуальное уже общение. Контакты на экране, лучше всего писать на mail, на Skype или в Telegram, в Фейсбуке я появляюсь реже, но в Фейсбуке можно отслеживать информацию о наших актуальных проектах. Как я сказала, сейчас идет бесплатная лаборатория игры игрушки, и прошел проект по обучению иммерсионному чтению. Уважаемая Екатерина Львовна, огромное спасибо за ваше выступление. Действительно, как и
всегда очень интересно, познавательно, увлекательно. Я думаю, что педагоги нашего региона приняли для себя много нового для их практики. Спасибо за то, что вы всегда готовы принять участие в наших мероприятиях. Для нас это очень важно, что у нас с вами выстроен такой хороший, тесный профессиональный контакт. Мы желаем вам дальнейших творческих успехов, хотя понимаем, что столько всего уже наработано, что остается только этим пользоваться и использовать в своей практике. Спасибо огромное, Екатерина Львовна. Спасибо огромное. Всем здоровья, это самое главное. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Уважаемые коллеги, мы сделаем небольшой перерыв до 13:10 по Москве, а затем мы будем далее идти по программе. Спикера я озвучу, немножко передохнем. Спасибо.
И что? Вышла в эфир. Ох, у меня, блин, горло не работает. Татьяна Тихоновна, вы нас слышите? Да, я слышу. Татьяна Тихоновна, вы в эфире. Так, Уважаемые коллеги, мы продолжаем после перерыва наш методический семинар. Мы приглашаем к выступлению Татьяну Тихоновну Черкашину, заведующую кафедрой русского языка Российского государственного университета. Татьяна Тихоновна нам представит выступление на тему «Лингвистическая типология как средство познания мира в контексте межкультурного диалога». 47. Да. Так, добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите поблагодарить организаторов столь замечательной конференции за приглашение, за интересные доклады, которые удалось прослушать. И надеюсь, что мое выступление тоже внесет какую-то небольшую лепту в наше общее дело исследования русского языка и языков народов Севера, и вообще языков мира. Но обратимся к тому, какое место языка в системе культуры все-таки мы можем отметить. Знак лежит в основе очень многих моделей языкознания и широко в основе модели культуры и, видимо, относится к числу ее универсалей. Трансформация связи этих понятий с другими элементами системы при переходе от одной модели к другой – вот предмет лингвистической типологии. По сути дела, именно отношение к данным понятиям представляет собой удобный индикатор для разграничения систем языков. Как мне перелистнуть? Как мне дальше пойти? Вот. По Юлию Лотману структура языка культуры содержит определенный способ ее мировосприятия, то есть культурный код. Это понятие сродни генетическому коду, но в отличие от него культурный код передается в результате социального наследования. Генетический код означает наследственно закрепленные природные задатки, культурный код – социально приобретенные закрепленные нормы. Культурно-генетический код – это, по сути, языковая картина мира, локализованная в сознании, постоянно пополняемая и корректируемая, которая и регулирует поведение человека. Язык не просто передает в актах коммуникации сообщения, в которых содержатся те или иные знания каких-либо фрагментов мира. Язык разбивает мир так, как садовник разбивает сад на пустыре. Ох ты, боже мой, что ж я наделала-то? Я перелистнула очень быстро. Так, сейчас попробую. Извините. Если мы говорим про картину мира, то, наверное, остановимся, прежде чем перейти к типологии, на следующих ее составляющих. Это индивидуальное сознание, общественное сознание и, собственно говоря, язык, который на основе всего этого становится главным ядром любой культуры. История формирования понятия «языковая картина мира» восходит к идеям фон Гумбольдта о внутренней форме языка, к идеям американской этнолингвистики, в частности, к гипотезе лингвистической относительности Сапира-Уорфа. Предполагается, что люди, говорящие на разных языках, по-разному воспринимают мир и по-разному мыслят. Язык рассматривается как фильтр, через который человек видит мир. Рассмотрим связь языковой картины мира и лингвистической типологии. Но мы уже говорили о том, что языковая картина мира – это исторически сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллектива и отраженная в языке совокупность представления о мире, определенный способ восприятия и устройства мира. Лингвистическая типология от греческих слов – образец и учение. Наука, занимающаяся сравнительным изучением структурных и функциональных свойств языков, независимо от характера генетических соотношений между ними. Рассматривая отдельные языки, легко можно убедиться в том, что в них обнаруживаются сходные черты. Например, в русском, польском, болгарском много слов общего корня. Это явление объясняется их принадлежностью к одной и той же генетической группе языков – славянской. Однако в русском языке существует система склонения, оформленная в 6 падежах. В болгарском языке система склонения отсутствует. Следовательно, с точки зрения структуры имени существительного, оба языка резко отличаются друг от друга.
Группировкой основных существенных характеристик, признаков и выведением общих закономерностей, наблюдаемых в ряде языков, занимается особый раздел языкознания – лингвистическая типология, которую можно также определить как учение о типах языков и о типах языковой структуры. Так, но это я пропущу, это тоже за неимением времени. Рассмотрим задачи сопоставительного изучения языков. Выявление сходств и различий в использовании языковых средств различными языками. Определение особенностей каждого из сопоставляемых языков, которые могут ускользать от внимания исследователя при одном лишь внутреннем изучении языка. Прикладной аспект. Преподавание родного языка и теории перевода. Материал для типологии, для выявления универсалей. Так, для изучающих английский язык особенно остро встает проблема английского спеллинга, в основе которого не только вариативность написания слов, но и вариативность передачи звуков на письме. Специфика фонемно-графемных соответствий в английском языке отражена в шутке. В английском языке пишется Ливерпуль, а читается Манчестер. Англичане постоянно испытывают затруднения в письменной речи, и поскольку правил правописания так много, что их невозможно запомнить, они вынуждены постоянно заглядывать в словарь. В английском языке существует разветвленная система времени. Турки употребляют разные глагольные формы в зависимости от того, видел или слышал человек описываемое им явление или ситуацию. В некоторых африканских языках используются разные суффиксы для обозначения стоящего мужчины, сидящих женщин и лежащих вещей. По словам Пушкина, как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими. Язык диктует определенное правило символического восприятия времени и пространства вокруг. Например, у китайцев, которые пишут сверху вниз, прошлое вверху, а будущее внизу. Они говорят месяцем выше, недели ниже. Израильтяне, привыкшие писать справа налево, также воспринимают течение времени. В свое время Бодуэн де Крутоне писал, что можно сравнивать языки совершенно независимо от их родства, от всяких исторических связей между ними. Языковой знак условен, то есть в данном обществе тот или иной знак имеет свое название. Так на языке коми Парма – ельник на высоком месте, шире лес, тайга. Впоследствии слово было заимствовано из коми в русские говоры Урала. В словаре Даля Парма толкуется загадочно. Северноуральский лесистый кряж Апостин, то есть параллельный с Уралом, то есть по полуденнику. Диковинное диалектное наречие Апостин, то есть параллельно, перевел сам лексикограф, а по полуденнику значит с севера на юг. То есть Парма – невысокий хребет, поросший лесом и расположенный вдоль Уральских гор по меридиану. И теперь я хотела бы обратиться к проблемам общего языкознания, к так называемой лингвистической типологии, которая сегодня становится самой большой и важной задачей, которую предстоит, в общем-то, решить современной лингвистике. Значит, если обратимся к истории, то интерес к языковым сходствам и различиям возник в древности, как следствие контактов носителей разных языков. В XVII веке попытки установить универсальные и особые свойства языков делались авторами грамматик европейских языков. Достаточно напомнить имена авторитетных зарубежных и отечественных ученых, чтобы осознать значимость проблемы. В XIX веке началось систематическое изучение и типологическое описание языков. Исследовательские задачи типологии были впервые сформулированы в работах немецких лингвистов Шлегера и фон Гумбольдта. Фон Гумбольдт и Шлегер, их современники, считали, что язык – это абстрактное органическое единство. Языки различаются, поскольку различаются характеры людей. Это к вопросу о картине мира и о той национальной картине мира, свойственной тому или иному народу, которые говорят на этих языках. На начальном этапе типологических исследований сопоставление языков производилось на основе анализа структуры слова, поскольку именно на этом уровне языковые сходства и различия наиболее очевидны. Результатом сравнения стали первые классификации языков мира, морфологические.
Шлегер, сопоставляя санскрит с греческим, латинским и тюркским языками, пришел к выводу о том, что все языки можно разделить на два типа – фиктивные и аффиксирующие. Далее. Однако, вот такая дихотомическая классификация языков, естественно, сильно упрощала реальную ситуацию. Поэтому результатом размышлений фон Гумбольдта стала морфологическая классификация языка, которая долгое время считалась единственно возможной типологической классификацией. Например, в классическом учебнике реформатского морфологическая классификация является синонимом типологической классификации. Классификация языков, созданные немецкими лингвистами, имели отчетливый оценочный компонент. То есть языки оценивались в терминах «хороший», «плохой», «лучше», «хуже». Новый аспект в типологической классификации языков был затронут Штейнталем, который перешел от морфологии к синтаксису, начав анализировать типы синтаксических связей между языками. Линию исследований Штейнталя продолжил другой лингвист, швейцарец Франц Мистелли. Уже во времена Гумбольдта в лингвистике стала доминировать сравнительно историческая парадигма. И ученые стали искать язык предка, так называемый поиск языка предка был главной их целью. В результате в начале и первой половине XX века типология отошла на задний план. Тем не менее, в самой лингвистике появились новые идеи, которые впоследствии значительно повлияли на развитие типологии. Речь идет об идее системности языка Фердинанда де Сосюра, о переключении внимания с диахронических исследований языка на синхронное состояние языковых систем. В 1921 году появилась типологическая классификация Сипира. Сипиром была получена более гибкая и дробная таксономия из 21 типа языков, в которой были также учтены языки переходных типов. Особую роль в развитии современной западной лингвистической типологии сыграли ученые так называемой Пражской лингвистической школы и Гринберг, один из них, который предложил использовать статистические методы в типологических исследованиях. Из работ Гринберга современная типология унаследовала еще одну важную черту – внимание к историческим изменениям в языке. Заслуга Гринберга здесь заключается в том, что языковые изменения он использовал в качестве объяснений для универсалей. В русском языкознании типологические исследования начались в конце XIX века. Фортунатов на основании разработанных им критериев строения формы слова и соотношения его морфологических частей дополнил классификацию Гумбольдта, выделив семитские языки в особый тип – флективно-агглютинативный. Вслед за ним Мещанинов разработал типологию языков, которая складывалась из трех типов. Языки пассивного строя, чукотский. Особенность их синтаксического построения заключалась в том, что ни субъект, ни объект не имеют никакого грамматического оформления. Второе. Языки эргативного строя – это кавказские, бакские. Языки номинативного строя, для которых основной характеристикой служит употребление именительного падежа для субъекта, независимо от того, является ли глагол сказуемое переходным или непереходным. Нельзя не отметить большой вклад следующих ученых. Это контентивная психология, типология Климова. Не буду подробно останавливаться на ней. Системная типология Мельникова, когнитивно-ориентированная типология Кибрика и так далее. За неимением должного времени в рамках нашего выступления подробно описать все научные направления изучения лингвистической типологии не представляется возможным. И мы остановимся на тех, которые на слуху сейчас. Нельзя не отметить появившиеся в языкознании определенные закономерности в смене идей и направлений сегодня. Так, глобализационные процессы приводят
к быстрым изменениям мировой системы языков, которые затрагивают все страны, независимо от их интеграции в мировую экономическую систему, о чем свидетельствует интерес ученых к философской рефлексии, лингвосемиотике, глобализации, детерминированной универсализмом центрального, то есть английского, и периферийных языков. Сегодня говорят о перспективах разработки экосистемы, Кальвет об этом говорит, об инновационных возможностях внедрения модели всемирной лингвистической гравитационной системы, включающей в себя описание роли, места, функций языков в социокультурную среду, в практику межкультурной коммуникации. Выделение центрального и периферийных языков в лингвистической галактике, по их мнению, поможет преодолеть последствия вселенской лингвистической катастрофы, вавилонского смешения языков. На глобализационных форумах лингвистов, помимо названных проблем, звучат предложения о необходимости лингвистического инжиниринга. Критически оцениваются проблемы языкового гомеостаза экосистемы в целом. Крамш, Боннер и другие. Куника Миянака, японский философ и культуролог, предупреждает об экспансии английского языка. Поэтому, по ее мнению, активное внедрение английского языка в систему образования Японии является конфронтационным для страны восходящего солнца, поскольку английский язык навязывает несвойственную японцам стиль мышления, вызывая культурный шок. Аналитическая система английского языка непонятна японцам, которым чужда абстракция мышления. Действительно, мы понимаем, что изучение культуры любого народа начинается с постижения его языка. На нашей планете существует великое множество языков, и по разным оценкам их от 3 до 6 тысяч языков. Причин такого значительного расхождения в подсчетах несколько. Во-первых, некоторые языки до сих пор практически не изучены, не описаны и не подсчитаны. Во-вторых, до сих пор не существует четко сформулированных критериев разделения языков и диалектов. И часто трудно сказать, имеем ли мы дело с двумя разными языками, или перед нами язык и один из его диалектов. Очевидное разнообразие существующих языков побудило лингвистов к сравнению языковых систем. Лингвистический компаративизм возник в результате поисков ответа на целый ряд вопросов. Есть ли какие-то черты, присущие всем языкам? Чем определяется уникальность каждого языка? Какие структурные свойства возможны или невозможны в языке? Так, сколько у меня времени осталось? Уже не осталось времени? Я бы хотела, конечно, привести некоторые еще примеры. Татьяна Тихоновна, Да. время есть, конечно, можно говорить, конечно. Да, хорошо, спасибо большое. Так, значит, если мы сравним два языка и обнаружим в них определенное сходство, мы можем попытаться объяснить это одной из 4 причин. Во-первых, сходства могут оказаться случайными совпадениями, хотя такие случаи достаточно редки. Во-вторых, сходство может объясняться генетическим родством языков, наличием общего языка предка. В-третьих, носители 2 языков могут контактировать друг с другом в течение долгого времени в силу своего соседства, и в результате языки соседей приобретают какие-то общие черты. Вот тот пример, о котором я говорила до этого, со словом Парма, да? Наконец, наличие сходств может объясняться языковыми универсалиями. Поскольку языковые сходства могут иметь различную природу, в лингвистике существует несколько разновидностей межязыкового сопоставления. При этом нельзя не учитывать, что язык, как любая система, обладает инерцией консервативности. Некоторым языкам вообще не свойственны иноязычные заимствования. Даже имена собственные в разных языках звучат в большинстве случаев совсем по-разному. Французы свою столицу называют Пари, а мы Париж. Французы нашу Москву называют Москву, англичане Москву, вьетнамцы Матыкуа, англичане называют Россию Раша, французы Рюси, немцы Русланд, китайцы Эго, а Криевия. С древними ливами соседили кривичи. Ведь, казалось бы, имена собственные должны быть одинаковы для всех.
Мне думается, что со мной согласятся присутствующие коллеги, что нет никаких надежд, что русские в условиях языковой глобализации начнут говорить не культура, а на английский манер culture или на французский культур, или англичане с французами предпочтут выговаривать это слово по-русски. Может ли сам собой стихийно решиться вопрос хотя бы относительно лишь одного этого слова для 3 наций? А ведь помимо общего словаря должны вырабатываться и общая грамматика, и общая фонематика. Можно ли себе представить, что такая тройная общность в языке выработается эволюционно хотя бы только у таких близкородственных наций, как русская, украинская и белорусская? Даже и в этом случае трудно себе представить самопроизвольное слияние языков. А ведь вопрос стоит о слиянии не 3 близкородственных языков, а 3-4 тысяч и родственных, и неродственных, самых различных, самых непохожих друг на друга языков. Все другие изменения в обществе происходят быстрее, поэтому их результаты даже на длинных интервалах времени могут быть зафиксированы практически в одном и том же языке и стать понятными людям различных поколений, даже эпох. Особенно ярко тесную взаимосвязь языка и культуры демонстрирует переводческая деятельность, поскольку переводчик должен владеть не только грамматикой языка, ему следует разбираться в нюансах культурных традиций, заложенных в языковом сознании его носителей. Это к вопросу о межкультурной коммуникации и особенность взаимодействия в поликультурном мире. Так, в переводе с одного из восточных языков фраза «я люблю тебя» звучит «я возьму твою боль на себя». Согласно русской метафорике, любовь живет в сердце, а сердце уходит от страха в пятки. Так. В китайском языке нет иероглифа, который бы выражал смысл слова «личность». Чем это объяснить? В процессе восприятия иероглифов китайцы оказываются вовлеченными в необычное для европейца этико-смысловое поле, хранящее информацию, завещанную предыдущими поколениями. Язык, в котором незакрепленным оказалось личное местоимение «я», подчеркивает отсутствие личностного начала или, по крайней мере, неодобрение его культурой, позволяет заключить, что личности в европейском понимании этого концепта в Китае не было никогда и нет до сих пор. Характерной особенностью китайского речевого этикета является закрепленная традиция называния или написания сначала своей фамилии, а потом имени. Причем имя на протяжении жизни и посмертно могло меняться, что подчеркивало важность принадлежности китайца только к определенному роду, семейному клану, обращает на себя внимание объединяющая особенность русского и китайского национального языкового сознания, проявляющаяся в так называемом нравственном кодексе и сбалансированности добра и зла. В несчастье живет счастье, а в счастье таится несчастье. Лао Цзы. Сравниваем, русскую пословицу. Нет худа без добра, не было бы счастья, да несчастье помогло. Хорошего понемногу. Вот, в принципе, мы сравниваем на примере фразеологизмов, на примере народной мудрости, как может выстраиваться межкультурный диалог между китайской культурой и нашей с вами культурой, национальной культурой. Таким образом, язык зафиксировал народную мудрость, исключающую оптимистическую или пессимистическую оценку, сохраняя общую назидательную тональность, поучение. Социокультурная традиция Китая требовала от каждого добросовестного китайца сохранения национальных обычаев и идеалов, основанных на культе предков. Примечательно, что и сегодня мало что изменилось. К числу любимых китайских символов относится гора песка, в которой каждая песчинка – это часть целого, что тоже нашло свое воплощение в языке. Вот пословицы. Колодезная лягушка не может рассуждать о небе. Нет дракона без головы, и нет государства без императора. Сидя в колодце, много не увидишь. На интересное наблюдение наталкивает анализ современного китайского мультфильма о переезде семьи в новую квартиру. Мама, по замыслу режиссера, провоцирует ребенка
предлагая ему отложить старые игрушки, которые привезли из старой квартиры, и начать играть в новое, красивое, но лишенное национального колорита. Но китайский ребенок-патриот, а там только так можно представить себе ребенка, делает правильный выбор. Культура – это выбор, и он говорит, я должен быть всегда начеку. То есть это к вопросу вот межкультурных различий и того, что, о чем сегодня говорят у нас много, о патриотизме, о необходимости воспитания патриотизма. Я должен быть всегда начеку, говорит маленький ребенок. Так, в детское сознание, исподволь, в образной форме, а дети воспринимают и оценивают мир посредством образов, китайская массовая культура закладывает правильную мировоззренческую установку на неприятие западных моделей, предлагая смотреть на глобализирующийся мир сквозь призму своей родной культуры и своего родного языка. Китайцы считают важным заботиться о том, чтобы последующие поколения не растеряли свою национальную идентичность и хотели жить в единой стране. Реальный мир, согласно Сапиру, в значительной степени бессознательно строится не только на ментально значимых, закрепленных в языке образах и символах, но и на грамматических нормах. К примеру, в китайском языке за свою сложность, занесенном в Книгу рекордов Гиннесса, семантика и грамматическое значение иероглифа меняются в зависимости от тона произношения. В английском языке, как мы знаем, если обращаемся к грамматике, к типологической снова характеристике, в английском языке, как мы знаем, существует только одна грамматическая модель признания в любви – I love you. В русском языке изменение местоположения субъекта, предиката и объекта, а также интонационное выделение слов в предложении «я тебя люблю», «тебя я люблю», «люблю я тебя» меняет смысл высказывания. Знаменитая пушкинская «я вас любил», «любовь моя, быть может», «в душе моя угасла не совсем» приобретут совсем иное коннотивное значение при изменении порядка слов. Вот попробуем это промоделировать, и потеряется блеск и красота пушкинской строчки. Известно, что в европейских языках последовательность расположения субъекта и предиката выдерживается жестко, и инверсия допускается крайне редко. Смысл сказанного диаметрально меняется в следующих выражениях. Ну, да, положительная коннотация. Да ну, коннотация удивления или несогласия. Культурообразующая природа языка, ставшая объектом изучения философов классической древности, нашла свое логическое продолжение в лингвистической, антропологической парадигме и типологии современности. Известны многочисленные языковые свидетельства тому, что мы видим мир сквозь призму самого человека. Смотрите, метафоры. Весна сдала свои права. Вьюга злится, то есть приписываются природным явлениям эмоции и чувства человека. Ветер воет, матушка зима, ложится тень, сережки берез и так далее. И закончить свое выступление мне хочется высказыванием Светланы Григорьевны Терминасовой, которая справедливо утверждает: все мы созданы языком и заложенной в нем культурой, доставшейся нам от многих поколений предков. Мы не выбираем ни родной язык, ни место, ни время рождения. Мы входим в мир людей, и язык немедленно начинает свою работу, навязывая нам представление о мире, о людях, о системе ценностей, о способах выживания. Национальный язык не просто отражает, он определяет национальный характер и культуру народа. Это к вопросу о межкультурной коммуникации. Среди многообразия взглядов на сущность и роль культуры наиболее плодотворна с точки зрения авторитетных ученых ее деятельностная составляющая. По Фрому человек – существо творческое. Он творит, а не только пользуется культурой. 20-21 век изменил свой взгляд на человека, его место и роль в культуре, а значит изменил взгляд и на язык. Между тем, по Чарльзу
Моррису от колыбели до могилы, от пробуждения до засыпания современный индивид подвержен воздействию сплошного заградительного огня знаков, с помощью которых другие лица стараются добиться своих целей. Поэтому согласимся с Гумбольдтом, который полагал, что язык создает промежуточный мир между человеческим сообществом и действительностью за счет системы своих понятий. Каждый язык, писал он, образует вокруг народа своего рода сферу, которую надо оставить, чтобы прийти в сферу другого народа. Поэтому изучение чужого языка всегда должно быть приобретением новой точки миросозерцания. Последователь Гумбольдта Лео Вайсгербер отмечал стимулирующую роль языка по отношению к формированию человека единой картины мира. Он считал, что язык позволяет человеку объединить весь опыт в единую картину мира и заставляет его забыть о том, как раньше, до того, как он изучил язык, он воспринимал окружающий мир. Именно Вайсгербер ввел в антропологию и семиотику понятие языковой картины мира, а сам термин впервые был употреблен в одном из трудов австрийского ученого Людвига Вингенштейна, который труд его назывался «Логика. Философский трактат». Поэтому языковая картина мира, лингвистическая типология, культура, межкультурная коммуникация, эти понятия и термины тесно связаны и, я бы сказала, взаимосвязаны и взаимообусловлены. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Уважаемая Татьяна Тихоновна, спасибо вам огромное за то, что вы нашли возможность включиться в работу нашего семинара. Нам было очень важно установить с вами профессиональный контакт, сотрудничество. Мы надеемся, что и в дальнейшем вы сможете подключаться к нашим мероприятиям. Действительно, прозвучал довольно содержательный, интересный доклад, который органично вписался в тему нашего семинара. Татьяна Тихоновна, спасибо вам огромное. Извините, я сейчас должна буду удалиться, у нас совещание теперь в дистанции проходит буквально. Спасибо огромное, всего 2 доброго. часа, спасибо, я успела. Вам тоже всем спасибо огромное. Спасибо, до свидания. Всего доброго, до свидания. Уважаемые коллеги, мы продолжаем. Сейчас у нас с вами еще одно онлайн-подключение. Мы даем слово Кимовой Сесигне Зандараевне, кандидату педагогических наук, доценту, заведующему кафедрой педагогики Института развития образования Забайкальского края. Сесигма Зандараевна выступит перед нами с темой «Ключевые педагогические тренды в развитии родного языка». Сесигма Зандараевна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Я надеюсь, меня хорошо слышно. Тему мою представили, и в отличие от предыдущих, я не столько филолог, сколько педагог, и я, наверное, буду больше говорить о дидактико-методических проблемах. Почему такая тема выступления «Ключевые педагогические тренды в развитии родного языка»? Подобного рода у нас симпозиумы проводятся уже 3 года, в этом году будет 4-й год, в 2022 году, и мы сделали такой социологический портрет участника симпозиума. И когда мы сделали паспортичку, а потом посмотрели, что же участники нам представляют, как раз и из этого как раз и вышла тема моего сегодняшнего выступления. Ну вот, отдаем дань нашему выступлению, вернее, логике выступления, что такое тренд, это, как говорят математики, подвести под общий знаменатель, чтобы понимать. Ну вот, когда я задала этот вопрос в поисковой системе, у меня вышло более 15 миллионов определений, но из них их можно было свести 2. И вот на сегодня я, наверное, буду говорить о направлении, о преимущественном направлении. Так вот, какие же преимущественные направления, тренды в образовании существуют и какую роль они играют в развитии родного языка. И еще раз хочу напомнить, что это как социологический портрет, это анализ тех работ, который был представлен у нас на симпозиуме. Первое, вот следующие 2 слайда, они будут связаны с именем доктора с Голландского университета Кейс Терлоу.
он как раз говорил об отдаче образования, и если внимательно смотреть его выступления и текст его выступления, он как раз говорил о прикладном характере результатов образования. И вот на сегодня, когда Екатерина Львовна выступала, я с удовольствием послушала и отметила вся та работа, которую проводит она с билинговыми по развитию этого родного языка, имеет очень большой прикладной аспект, и поэтому она интересна тем ученикам, которые у нее занимаются. Практика Забайкальского края показала, что это в основном могут быть проекты, ориентированные на результат. И я вот несколько проектов Церемпиловой Ольги Шулуновны, это учитель гимназии, окружной гимназии-интернат, представила здесь у вас на слайде. Первый – это «Мои дедушка-бабушка», «Моя любимая работа», «Приезжайте на мою малую родину» и «Интересные случаи жизни». Такие проекты дети выполняют и представляют их потом на родном языке. А следующая позиция тоже связана с именем доктора Терлоу. Он как раз говорил о... Если первая позиция, мы говорим, прикладной характер отдачи образования, то вторая позиция, когда мы даем задание нашим детям, они должны носить такую конкретную составляющую, не просто абстрактную сделать то и так далее, а это конкретная составляющая, которая имеет практикоориентированный характер. Ну, например, это информационный справочник о школе, о малой родине, описание туристического маршрута, создание мультсказки. По мультсказке, по родному языку я, наверное, приведу пример не столь о том, как развивается бурятский язык у нас в Забайкальском крае, а очень был интересен вот эта мультсказка диалектная. «Лисица и ворона» на забайкальский лад. Это делала ученица 6 класса, школы номер 19. На сегодня она же ее закончила. Сама слепила эти героев этой мультсказки, сама сняла, сама озвучила, и очень интересно это прозвучало. И если говорить о создании мультсказки, был очень интересный опыт алтайской школы, Кырлыкская, это Республика Горный Алтай, когда родители, учителя и дети создавали сказку алтайскую на родном языке, шили костюмы, озвучивали, и был очень интересный такой вот результат. Это вот первый тренд, который мы говорим, отдача от образования, а если говорить уже на нашем российском, на русском языке, это прикладной характер обучения. То есть ученик должен знать, зачем и почему, где ему это может пригодиться. Вторая позиция, тренд или основное направление движения в развитии родного языка я обозначила как система поддержки качества обучения родному языку. И если посмотреть на слайд, мы видим поддержка, сопровождение, потенциал и возможности. Вот по первой позиции поддержка проектирования обучения, включая инструменты для правильной постановки целей, организации лекций, создания тестов, я бы хотела остановиться на самой последней позиции, когда мы говорим о создании тестов. Ну вот я второй год являюсь участником, патриотом вашего семинара, но вот не довелось мне услышать выступление, где говорят о кодификации родного языка. Как выстраивается система кодификаторов, как выявляют ключевые элементы родного языка, какие уровни к этим ключевым элементам предлагаются. И если мы говорим о родном языке, ну, как второй язык, родной язык или как первый язык, то на каком уровне он должен быть усвоен и каким должно быть содержание. Поэтому на сегодня это одна из дидактико-методических проблем, чтобы создать тест по выявлению результативности обучения родному языку, надо очень хорошо, надо сделать очень хорошую кодификацию родного языка. И здесь же, пока этот слайд я не перелистнула, хотелось бы еще обозначить одну позицию, методический потенциал обучения в неформальной обстановке. Это тоже было отмечено доктором Терлоу. Когда они проводили исследования, то там цифры есть 45%, 62% на разные вопросы отмечали, и много нового
как отметили респонденты, они узнали из неформальных бесед возле кулера с водой. А в нашем случае это новые слова, речевые обороты, значимость и значение родного языка. И вот мы когда проводили анкетирование, она, конечно, не была связана с неформальной обстановкой, но в ответ, когда мы пишем другие, дети как раз отметили позицию, что вот когда они ездили к бабушке или побывали там на каком-то празднике, то они вот услышали новые слова и теперь хотели бы узнать их значение. И вот когда мы говорим о методическом потенциале именно неформальной обстановки, то вот создание такой неформальной обстановки, и сегодня у той же Екатерины Львовны я послушала, это умные стены, говорящие стены, вот создание, чтобы окружающая среда играла, то вот это вот потенциал обучения в неформальной обстановке. Следующая позиция, они у меня обозначены на слайдах. Вот если мы говорим методическая поддержка проектирования обучения, то вот на сегодня практика показывает, что это, как правило, словари, наглядные методические материалы. Я, конечно, по любопытству посмотрела Республика Якутию, прошлась по сайтам школы именно Республика Коми и так далее, по другим национальным республикам, и выявила общее. Первое, это касается родословной на родном языке. Ну, если мы говорим о бурятском, о Кодама, Мыдыи, то вот я задалась вопросом, почему же в первую очередь ставит именно изучение родословной. И ответ услышала в выступлении Машевой «Социальная память». И если мы говорим о социальной памяти, о культурном коде, как правило, учителя, которые выставляют работы, следующий вот компонент – это обязательно знакомство с элементами национальной одежды. Ну вот если я тут привела пример из нашей культуры, как одеть элемент мужской одежды кушак, как его повязать, как его хранить, как правильно одевать национальный головной убор. И вот такие исходные вещи, они имеются и в работах по обучению родному языку в других национальных республиках. И тоже вот этот вопрос, почему же именно родословная, почему именно национальная одежда, это, видимо, уходит к социальной памяти, культурному коду. Ну и по Забайкальскому краю у нас обучение родному языку и именно бурятскому, это у нас Агинский бурятский округ. Так вот, там я нашла 54 материала под заголовком «Изучаем и сохраняем родной язык». Это та традиционная составляющая, которая имеется. Но я говорю о материалах, которые актуальны на сегодня. Следующая позиция – это вот методическое сопровождение технологии e-learning. Это, если смотреть на предыдущем слайде, когда мы говорили методические системы поддержки качества обучения, то сопровождение было под пунктом 2. Ну, самое распространенное, что я нашла в интернете именно обучение бурятскому языку, это курсы бурятского языка, курс онлайн-школа и учебник бурятского языка, вот Бурленд, Аям и Зорик. Ну вот и первые 3, которые сразу вышли и очень наиболее тиражируемые, как раз показали. Но вот даже когда мы с вами смотрим внешнее оформление, то мы понимаем, что вот инструменты технологии e-learning, они очень важны. И вот это вот обучение онлайн, оно, качество его обучения еще зависит не столько от содержания, это очень важно, но если мы ориентированы на наших детей на продвижение родного языка, конечно, графика. Поэтому следующий слайд, он как раз и обозначил необходимость о том, что когда мы размещаем на веб-сайте, это учебный дизайн, что включает несколько компонентов: техническая архитектура, графический дизайн, интеллектуальная собственность и авторское право. Ну вот еще раз вернемся к предыдущему слайду, но мы видим, что технические, графические, они исполнены очень по-разному, и кому какой из этих
представленных разделов будет удобный, вернее, курсов или онлайн-школ будет удобен, это выбор ученика. Но самое главное, что они существуют, и у каждого из этих онлайн-школ имеется обратная связь. И вот если внимательно просмотреть, что пишут в обратной связи, то можно подумать о создании еще, возможно, онлайн-школы, еще с одним интересным оформлением. Теперь, если говорить о третьем тренде, это социальные медиа. И здесь я тоже вывела 4 позиции. И также я вышла в YouTube, посмотрела, имеется серия уроков на родном языке. В больших национальных, маленьких национальных республиках, округах серии уроков на родном языке представлены. Но об этом мы с вами подробнее остановимся еще в разделе там «Мобильное образование». А вот следующие 3 позиции я поясню и обозначу. Ну вот проект «Тухрик», идейный вдохновитель этого проекта у нас Ким Харганаев. Он запущен 20 сентября 2018 года. Ну и, как вы видите на слайде, Ким вместе со своей командой разработали проект, а затем одержали победу в конкурсе. Ну, чем интересен этот проект для нас, как для педагогов и дидактов? Конечно, когда смотришь, как он ходит по городу, это город Улан-Удэ, Республика Бурятия, проверяет местных жителей, насколько хорошо они владеют родным языком, называя интересное слово и прося его перевести или наоборот на русском, с русского на бурятский родной язык, начинаешь понимать ту проблематику и, как говорят, глубину и масштаб разрыва поколений. Вот старшее поколение владеет родным языком, молодое поколение, и здесь надо отметить, что вот на сегодня у молодого поколения есть движение, очень большой интерес к изучению родного языка. Когда мы смотрим как специалисты-филологи, когда мы смотрим как педагоги, дидакты и методисты, то мы понимаем, на что надо обратить внимание и уровень овладения языком для того, чтобы это все привнести в то содержание, затем, когда мы будем работать с такими, с молодыми людьми. Ага-интеллект. Если тот проект был Республика Бурятия, то Ага-интеллект, учредителем этого проекта является Государственное учреждение культуры, Центр развития бурятского языка. И это интеллектуальная командная игра на бурятском языке, на родном. Цели и задачи этой игры я представила. И когда она начиналась как очная, на сегодня она переведена в дистанционный формат. Если первый проект, он больше, как бы вот если говорить, выявляет глубину проблематики, то вот это конкурсное движение является одним из векторов решения тех или иных задач, продвижения интереса к родному языку. И третий момент – это тематические челленджи, которые существуют. И я думаю, такого рода тематические челленджи, они имеются в изучении родного языка и в других республиках. Это и бурмоденс, танцевальный челлендж, это и выразительное чтение, это и бурятские детские клипы, значит, челлендж поддержку бурятского языка и культуры, виртуальный флешмоб и исполнение песен на бурятском языке принимали участники, не только носители родного языка. Было очень интересно слушать, как поют бурятские песни люди из других культур, другой национальности. Ну вот, подытоживая первые 3 позиции, когда мы говорим о отдаче образования, собственно, система поддержки обучения родному языку, социальные медиа. Вот продолжая эти челленджи, еще 2 позиции не обозначила, я привела, вот как расписано, допустим, песенный челлендж и писательские челленджи по дням. Это надо было все было представить. Если в этом случае песни на родном языке, я участвовала в конкурсах, когда играется мелодия, именно песня на родном языке, надо было ее узнать.
но вот здесь было сложновато. Ну и вот писательский челлендж, когда надо описать это все на родном языке. Так вот, говоря о предыдущих 3 трендах: отдача от образования, прикладной характер результата образования. Второе – система обеспечения качества обучения родному языку. И родной язык, как представлен в социальных медиа, надо сказать, что они носят такой фрагментарный характер. И вот этот контент цифровой, его наполнение, оно может как раз сыграть большую решающую роль, мне видится, в продвижении родного языка, в мотивации к изучению, к родному языку, к интересу, к повышению интереса. Ну и говоря, вот еще один тренд – мобильное обучение. Ну вот красным я выделила основные позиции этого мобильного обучения: зависимость от фиксированных мест для учебы, и реализуется он по принципу «достаточно, точно, вовремя, только для меня». Это как раз говорит о том, что должны кардинально измениться обучающие методики. Если это касается вообще обучения, то в нашем случае вот, обучающие методики родному языку должны привнести свою специфику в содержание именно индивидуальной направленности преподавания и обучения. Ну вот было небольшое исследование проведено, и как раз было выявлено 4 группы. 4 группы распределились по уровням по знанию родного языка. Ну, например, знаю, владею бытовым языком, понимаю, но не говорю, ну и так далее. И вот выявление этих уровней знания родного языка как раз является отправной точкой построения индивидуальной траектории изучения родного языка. А второй момент – наполнение вот цифрового контента не просто такое разрозненное, а цельное и полное. Она позволит снять зависимость от фиксированного места для учебы и учиться везде и всегда. Ну и еще один момент, последний мой слайд, это смарт-общество и смарт-обучение. Что можно сделать, что нужно сделать, это я обозначила как с перспективы одного из трендов развития родного языка. Это коммуникационные технологии коллективной деятельности, это совместные проекты, и слияние онлайнового распределения программного обеспечения и контента в форме мультимедиа. Ну вот у меня все. Если будут вопросы, я с удовольствием отвечу. Спасибо за внимание. Уважаемая Сигма Зандараевна, спасибо вам огромное за то, что вы включились в работу нашего семинара, за то, что вы являетесь внимательным слушателем наших спикеров. Нам также это очень важно. Действительно, вы продемонстрировали систему работы в области родного языка. Я думаю, что наши педагоги обязательно используют методы приема и технологии, которые вы продемонстрировали в своей практике, поскольку наши педагоги, они также являются учителями родного коми-языка. Спасибо огромное, Сигма Зандараевна. Спасибо вам за приглашение. Успехов! Да, спасибо. Ага. Будем сотрудничать. Спасибо. Нас приглашайте. Спасибо огромное. Ага. Дорогие коллеги, а мы движемся с вами дальше по программке. Сейчас перед вами выступит Дугарова Туяна Цыреновна, доктор психологических наук, профессор кафедры психологии и развития личности Московского педагогического государственного университета, ведущий аналитик Центра развития образования Российской академии образования, член, ответственный секретарь экспертного совета по воспитанию при Комитете по образованию и науке Государственной Думы. Туяна Цыреновна с нами сотрудничает на протяжении уже многих лет, активно подключается к нашим мероприятиям. И сегодня Туяна Цыреновна представит доклад под названием «Этнопсихологические аспекты обучения родному языку».
Тема моего доклада – воспитание этнической культуры в процессе обучения родному языку. Тема для меня значимая и является одной из моих тем, научных тем, которые разрабатываются на протяжении нескольких десятилетий. Итак, ключевыми направлениями модернизационных преобразований российского образования являются обновление содержания образования, повышение качества образования. Основные положения федеральных государственных образовательных стандартов направлены на формирование у школьников целостной картины мира в единстве этнокультурной, языковой и других картин мира, формирование коммуникативных, познавательных, регулятивных, универсальных учебных действий, соотношение предметного и метапредметного знаний в современной школе, реализация деятельностного и ресурсного подхода в образовании. Одним из требований результатом освоения программы являются личностные результаты. Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою родину, российский народ, историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве, разнообразии природы, народов, культур и религии, формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. Как показывает практика, обучение в российских школах продолжает оставаться узкопредметным, что не способствует формированию в сознании школьников целостной картины мира и, как следствие, целостной личности. Это на основе монографии, значит, я говорю «Проблемы, закономерности, тенденции развития начального общего образования», Курск 2018. Школьное обучение остается хаотичным, содержание предметов не систематизированным. Школьнику с его возрастной готовностью к формированию целостной картины мира трудно собрать воедино разрозненные предметные знания, систематизировать учебный материал и тем более формировать ценностное отношение к знаниям о родине, российском народе и истории России и так далее. Необходима разработка теоретико-методологических, научно-методических аспектов формирования личностных результатов, формирование целостной картины мира в единстве этнокультурной, языковой, других картин мира, воспитание гражданской идентичности. Необходимо аналитический подход к опыту регионов в данном направлении. Дискуссионными остаются вопросы основных подходов, механизмов, факторов и технологий формирования целостной картины мира в единстве этнокультурной, языковой и других картин мира. Проблема формирования основ этнической культуры школьников и развития этнического самосознания, обучающихся в процессе обучения родному языку, рассматривается как одно из актуальных направлений формирования личностных результатов освоения основной образовательной программы. Мы рассматриваем этническую культуру как компонент картины мира, синтез знаний о культуре, традициях, обычаях этносов. Сегодня наблюдает активный интерес к знаниям об этнической культуре. Актуальность интереса гуманитарных наук к этническим феноменам обусловлен этническим парадоксом, который был описан Стефаненко Татьяной Григорьевной. И данный феномен обусловлен противоречивыми процессами функционирования этносов в глобализирующемся мире. С одной стороны, под влиянием процессов интернализации, глобализации этносы поддаются унификации и стиранию различий. С другой стороны, наблюдается всплеск развития этнического самосознания народов, всплеск интереса к истории своего этноса, стремление сохранить традиции, обычаи, понимание своей, осознание, понимание своей идентичности. Развитие этнического самосознания, этнической культуры обусловлено расширением функций и изменением качества этнических феноменов в современном глобализирующемся мире. Исследователи указывают, что развитие этнического самосознания, этнической культуры способствует адаптации личности в поликультурном мире, усиливает защитные силы личности. Известный этнопсихолог Стефаненко писала, что в условиях глобализации этнос выступает аварийной группой поддержки. Необходимо обратить внимание на следующие функции этнических феноменов, которые обеспечивают устойчивость и стабильность функционирования этносов, представителей этносов. Это прогностическая функция, селективная функция,
нормативно-регулятивные функции, когнитивные функции, функции упорядочивания, функции социализации и функции формирования идентичности. Под этнической культурой понимает совокупность характеристик окружающего мира этноса, этнических маркеров, язык, материальную культуру этноса, этнические символы, традиции, обычаи, фольклор, этнические стереотипы поведения, стереотипы мышления, культуры повседневности. Этническая культура выступает основой этнической идентификации, развития идентичности личности. Рассмотрим наиболее известные подходы к пониманию и формированию этнической культуры обучающихся. Наиболее известные подходы к проблеме формирования этнической культуры обучающихся, разрабатываемые Осмоловым, Гукаленко, Байбородовой, Джуринского, Мухиной. Осмолов и его коллеги разрабатывали проблему формирования толерантности личности. Джуринский анализировал состояние закономерности развития поликультурного образования. В работах Дугаровой определены основные направления развития этнической культуры, указана необходимость воспитания ценностного отношения к природному миру, предметному миру, к родному языку, нормативному пространству традиций и ритуалов. Как указывают исследователи, формирование основы этнической культуры и обучающихся на основе духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, является одним из приоритетных направлений реализации стратегии воспитания детей. Сегодня идет процесс обновления воспитания. С учетом достижения науки и практики идет процесс систематизации методов и технологий воспитания. Идет поиск эффективных технологий в условиях цифровизации образования. Особые требования предъявляются к личности педагога, к мировоззренческой готовности педагога, способного реализовать актуальные задачи обучения и воспитания в современных условиях. Разработка и реализация программ воспитания на основе духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, требует приобщения детей к культуре и традициям народов, воспитания уважения к языку, истории, символам этносов. Родной язык является важнейшим средством формирования у обучающихся социокультурной компетенции, включающей в себя уважение к языкам, традициям, культуре других народов. И в этой связи воспитание личности в процессе изучения родного языка может подготовить его к активному, полноценному сотрудничеству в современном, изменяющемся, нестабильном мире. Спасибо. У нас оказалось не очень хорошее качество звука, но я надеюсь, что все-таки уловили основную мысль, которую Туяна Циренна доносила в своем выступлении по этнопсихологическим аспектам обучения родному языку. Дорогие коллеги, я хочу вам сейчас представить наших спикеров. Это наши коллеги из стран СНГ. Сейчас перед вами выступит Лилия Гургеновна Баласанян, президент Армянской ассоциации учителей русского языка и литературы, кандидат педагогических наук. С Лилией Гургеновной мы сотрудничаем уже на протяжении 3 лет. К сожалению, она не смогла подключиться к нам онлайн, но прислала свою видеозапись. Мы надеемся, что качество звука в данном конкретном видео будет лучше. Уважаемые коллеги, пожалуйста, слушаем Лилию Гургеновну. Добрый день, уважаемые коллеги. Я Лилия Гургеновна Баласанян, кандидат педагогических наук, доцент кафедры преподавания русского языка Армянского государственного педагогического университета имени Хачатура Абуяна. Я приветствую всех участников 2-го международного методического семинара по родным языкам и межкультурной коммуникации. Родной язык в образовательном пространстве и вопросы преемственности и обучения, они, безусловно, во всех наших странах имеют какой-то определенный положительный опыт. Ну, естественно, есть и проблемы.
И я хочу надеяться, что методический семинар ответит на многие вопросы и поможет нашим учителям-практикам и преподавателям вузов решить эти проблемы. Мое выступление о некоторых вопросах профессиональной деятельности учителей русского языка и литературы в национальной школе, и я постаралась сделать свое выступление интересным и для других коллег, которые, может быть, сегодня на семинаре расскажут и о своих достижениях. С чего хотелось бы начать? Конечно же, с содержания обучения. Сегодня содержание обучения, оно носит, к сожалению, декларативный характер. И оно на самом деле нуждается в пересмотре. Я постоянно нахожусь в контакте с учителями, потому что являюсь и президентом Армянской ассоциации учителей русского языка, провожу курсы повышения квалификации. И выслушиваю жалобы учителей, откровенные разговоры о том, что не всегда учебники отвечают их требованиям, что содержание не то, что тексты неинтересные, отсутствует мотивация. А как создать эту мотивацию в классе, когда за пределами школы идут серьезные, скажем так, серьезные события, которые влияют на отсутствие этой мотивации и так далее. Безусловно, межкультурная коммуникация – это вопросы будущего. Но создавать сегодня уже платформу для того, чтобы наши выпускники школ и вузов были готовы к этой межкультурной коммуникации, безусловно, это серьезная проблема. На наш взгляд, сегодня курсы повышения квалификации учителей должны ориентировать учителей не только для работы в этом направлении. Именно курсы должны раскрепостить учителя и помочь ему сделать все возможное, чтобы он был гораздо более мотивирован, чем даже ученики. Нужна мотивация. Мотивация учителя, потому что делиться мотивацией своей гораздо проще, чем просто говорить о чем-то, во что сам ты не очень-то и веришь. Я начинаю с того, что рассказываю учителям о том, что методика преподавания русского языка в армянской школе – это дама умная, но капризная. Она не любит необоснованных требований, она самостоятельна, мягка и обожает все проявления свободы и творчества в процессе обучения. Когда я говорю об этом, учителя начинают улыбаться, потому что они понимают, что мое обращение, оно решает многие их проблемы. Все мы знаем, что все продуктивное в методике преподавания русского языка, как неродного или иностранного, это то, что называется профессиональными открытиями творческих учителей. Практика преподавания питает сегодня теорию, и не только сегодня, всегда питала теорию преподавания. Именно мотивированный учитель дает нам возможность что-то изменить в нашей методике преподавания. В отличие от других высших учебных заведений, в педагогических вузах способ организации учебного процесса должен являться основным местом деятельностного освоения профессиональных компетенций, основным объектом понимания и исследования. Я думаю, что нам с вами, преподавателям вузов, просто необходимо сделать все возможное, чтобы студенты последнего года обучения в вузе все-таки чаще встречались с учителями. Они должны быть ориентированы на работу в школе, которая будет предупреждать интерференцию и грамотно научит наших студентов грамотно пользоваться транспозицией. Того положительного влияния родного языка на усвоение русского, как неродного или иностранного. Вы знаете, в армянской грамматике раздел синтаксиса, он, в принципе, и не нуждается в особом внимании наших учителей. И я об этом им говорю, потому что на 70-80% он идентичен, этот раздел, разделу синтаксиса родного языка. В то же время раздел фразеологизмы, в том числе,
очень большое количество, ну, порядка 70% фразеологизмов на русском языке, они также идентичны армянским фразеологизмам. И для наших учеников во время работы по этому разделу, знаете, наступает такая вот фаза комфортного поведения на уроке, потому что они быстренько ориентируются, дают армянские идентичные фразеологизмы, объясняют значения и умеют составлять предложения и так далее. Когда мы говорим о коммуникации, да еще межкультурной, мы должны помнить о том, что на самом деле это самая мощная проблема социализации. Мы должны, как ориентир в будущем, обеспечить эту социализацию уже в классе. И я считаю, что проблемы социализации начинаются с первого урока в первом классе. Наших учеников надо научить вот этой внутренней свободе, умению вести себя на уровне рефлексии, находить ответы и просить объяснить многое. Этому надо учить наших учеников, потому что внутренняя свобода только является своеобразным рычагом социализации учеников и в будущем межкультурной социализации. Я также хотела бы еще раз обратить внимание наших коллег, я думаю, многие из вас об этом будут говорить, о том, что сегодня как никогда понятие воспитания затрагивает вопрос общепринятых норм поведения и формирования субъекта в процессе становления и усиливает компонент целенаправленности. Этот компонент целенаправленности – это то, что мы хотим видеть в социализированном ученике и видеть в межкультурной коммуникации. Сегодня интернет, к сожалению, воспитывает наших учеников, а это не всегда являясь только источником для познания. И это своеобразная угроза тому, что мы теряем свою сферу влияния на ученика и воспитание в нем той свободы, о которой я говорила. Вовсе не о свободе интернета, который зачастую вседозволенность превращает в норму. Понятие социализации акцентирует задачу освоения тех способов и средств обучения, которые позволяют современному ученику самоопределяться и эффективно действовать в социальных ситуациях. Это упрощенное понимание процесса социализации, потому что, на мой взгляд, здесь все гораздо сложнее и все гораздо серьезнее. Важно и то, что все, что мы хотим сегодня осмыслить и осуществить в рамках идеологии непрерывного и теперь уже пожизненного образования, мы должны сами как-то распределить сферы, скажем так, объективности, самостоятельности и так далее, и так далее. Что именно и как должно реализовываться в общеобразовательных учреждениях? Я думаю, именно в общеобразовательных учреждениях мы должны подготовить внутреннюю свободу ребенка. Потому что ученик зачастую в школе, будучи таковым, потом впоследствии по жизни он помнит о первых уроках своих. И для нас это очень важно. Что дал этот метод? Я думаю, что рассматривать то, о чем я говорила, как один метод, наверное, было бы не совсем разумно, поскольку в Армении активно используется метод Виталия Кузьмича Дьяченко, педагога, дидакта, основоположника теории коллективного способа обучения. И я не устаю говорить об этом методе именно потому, что он активно сейчас используется в Армении, и он является на самом деле для нас методологией образования. В свое время он вошел в методологию понимания нашей системы образования и ее реформ. И нельзя не помнить о том, что этот метод, он внес большой вклад в практику преподавания и обогатил саму методику преподавания русского языка как неродного. Именно этот метод помогает нам во время работы с учениками и помогает нашим ученикам их становлению и их социализации. Что дал этот метод учителю русского языка?
в национальной школе, как мы его понимаем и как стремимся реализовать на практике, что дает он нам? Он помогает организовывать процесс педагогизации. Ученик в роли учителя на уроке – это сегодня не, скажем так, это сегодня, этим мало кого можно удивить. Но я постоянно говорю с учителями о том, что именно этот метод должен быть, ну, скажем так, самым постоянным на уроке. Ученик в роли учителя – это внутренне раскрепощенный ученик. Это человек. Уважаемые коллеги, вы прослушали видео выступление Лилии Гургеновны Баласанян, которая посвятила свой доклад некоторым вопросам профессиональной деятельности учителей русского языка и литературы национальной школы. Я хочу напомнить, что Лилия Гургеновна у нас является президентом Армянской ассоциации учителей русского языка и литературы. Кроме Лилии Гургеновны, к нам также подключились и другие наши коллеги из стран СНГ, в частности, Ураимова Мавжудахон Махмуджоновна, старший преподаватель кафедры методики обучения языкам Андижанского областного территориального центра переподготовки и повышения квалификации работников народного образования Республики Узбекистан. Мавжудахон Махмуджоновна выступит с докладом на тему мотивация и развитие познавательной активности учащихся как залог успешности обучения. Уважаемые коллеги, пока нет возможности нам подключить Мавжудахон Махмуджоновну, и мы с вами с удовольствием послушаем Садыхян Ольгу Арамовну, заместителя директора и преподавателя русского языка как иностранного образовательного центра Далчин, Республика Туркменистан, город Ашхабад. Значимость изучения русского языка в школах Туркменистана. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Я очень рада, что могу сегодня участвовать в нашей конференции, в нашем семинаре людей, которые посвятили свою жизнь тому, что преподают и обучают русскому языку и русской литературе. Меня зовут Садыхян Ольга Арамовна, и я преподаватель с большим стажем. Всю свою жизнь я занимаюсь преподавательской работой. Начала я, конечно, с того, что работала в школе учителем русского языка и литературы. Но уже очень долгое время я работаю преподавателем русского языка как иностранного. Причем среди моих учеников есть как маленькие детки, так и взрослые люди, тинейджеры, как сейчас принято говорить, то есть юношеский возраст. И я подумала, что очень важно было бы поднять сегодня такой вопрос о дополнительном чтении на уроках русского языка. Мы ведь очень часто говорим своим студентам, помимо того, что вы изучаете грамматику, орфографию, учитесь писать, вы должны много читать по-русски. И в беседе со студентами я очень часто слышу одно и то же. Они говорят: ну, Ольга Арамовна, мы рады бы читать, но многие тексты, адаптированные тексты для студентов-иностранцев, они, к сожалению, непонятны нам, они несовременны. И действительно, я стала обращать внимание на то, что русская литература прекрасна, русская классика прекрасна. Но когда мы даем читать своим студентам, например, даже пусть это в адаптированном каком-то виде, Александра Сергеевича Пушкина, маленькие трагедии, там, где Моцарт и Сальери, там, где Скупой рыцарь, и даже Капитанская дочка, то без нашего объяснения студентам просто практически непонятно, что это, о каком времени идет речь, почему так разговаривают, потому что язык того времени и язык, который они слышат сейчас,
А сейчас мы все с вами знаем, язык вообще стал очень упрощенным и очень, даже я не побоюсь этого слова, очень бедным, потому что люди не стараются уже говорить, они просто либо задают вопросы, либо отвечают. И им непонятно, им очень трудно. Возможно, это какая-то проблема моя. Возможно, я не знаю, я что-то не отследила и не знаю каких-то новых сборников для чтения студентов. И была бы очень рада, если бы вы со мной поделились этой информацией. Однако я постоянно стараюсь следить за всем. Я захожу на платформы по русскому языку, я смотрю книги, которые издаются для чтения. Все они, к сожалению, по-прежнему перепечатываются. И это все та же литература, которую мы давали много-много-много лет назад. Я хотела бы просто обратиться к вам, к своим коллегам, и попросить вас, может быть, задуматься над тем, может быть, у кого-то есть такие варианты, есть такие возможности, и, может быть, уже есть готовый материал, который мы могли бы все вместе, у меня, разумеется, он тоже есть, я даю и свой материал студентам, который мы могли бы все вместе сложить и издать какую-то книгу. Возможно, не издать, просто выложить в интернет, но чтобы процесс обучения был для наших студентов понятнее, чтобы он был более современный и адаптированный к нашему сегодняшнему дню. Потому что, читая одно, используя одну лексику, узнавая одну лексику в том, что они видят в книгах, и потом встречая совершенно другую лексику, когда они выходят на улицу или в магазин, или просто разговаривают со своими друзьями и знакомыми, для них это просто какой-то огромный разрыв. И они зачастую не могут понять, что и как им делать в этой ситуации. Ну вот такой маленький вопрос, такое маленькое выступление я хотела, в общем-то, вынести на ваш суд. И буду весьма признательна, если кто-то из вас займется этим вопросом или как-то постарается его обсудить более широко, более полно. Желаю вам всем успеха, желаю вам всем удачи и здоровья, конечно же. В наше время это самое главное. Всего вам доброго. С уважением, Ольга. Уважаемая Ольга Арамовна, спасибо огромное за теплые слова, за пожелания в наш адрес. Я думаю, что ваши призывы сейчас услышали педагоги, и прежде всего педагоги, которые занимаются изучением русского языка как иностранного, поскольку Ольга Арамовна живет в Туркменистане, и, конечно, для нее интересная тема русский как иностранный. Дорогие коллеги, с нами на связи Грета Арутюновна. К сожалению, мы не смогли обеспечить онлайн выступление Греты Арутюновны и вчера сделали видеозапись. Грета Арутюновна, мы знаем, что вы на связи, что вы в чате нас поддерживаете. Уважаемые коллеги, я прошу внимания. Перед вами сейчас выступит Грета Арутюновна Агасарян, учитель русского языка, литературы Лернадзорской основной школы, Сюникская область, Республика Армения. Грета Арутюновна является завучем в данной школе, также она является председателем методического объединения учителей. Грета Арутюновна, пожалуйста, вам слово. Зовут меня Грета Арутюновна Агасарян, и вот уже 40 лет я преподаю русский язык в армянской школе и являюсь носителем русского языка в сельской школе. Тема моего выступления сегодня – обучение русскому языку в сельской школе. Хочу немножко рассказать о нас. Школа находится в небольшом живописном горном селе Сюникской области. Природа чудесная, лес, речка, и село находится на склоне горы, а само название села переводится с армянского языка «гора» и «ущелье». В школе есть краеведческий музей, экспонаты которого собраны жителями села и учениками нашей школы. Попала я в этот сказочный уголок по распределению, и вот здесь начался настоящий ежедневный труд.
И вот уже 40 лет педагогической работы за спиной. Но, как и в первые годы работы с детьми, всякий раз стараюсь передать знания, обучать русскому языку, используя в работе новейшие технологии, прививать интерес к языку, к русской культуре, истории, традициям, народным поверьям, к литературе и искусству. Никогда связь между русскими и армянскими народами не прерывалась. Даже развал Союза, кризис, длительное отключение света, жизнь без тепла, война, одним словом, было выживание. Многие уехали из Армении, уехали на свою историческую родину и русские, потому что жизнь была действительно невыносимая. И встал вопрос о русских школах. Так как русскоязычного населения почти не осталось, русских школ стало меньше, многие русские школы стали школами с углубленным изучением русского языка, а также сохранились русские классы. И в самые трудные времена наши народы были вместе. И рейтинг и значение русского языка всегда был высоким и растет год от года. Ребята читают книги на русском языке, смотрят передачи, мультики, фильмы, общаются в соцсетях на русском языке. А есть детишки, которые приходят в школу уже с определенным лексическим запасом, потому что смотрят русские передачи, мультфильмы, фильмы. И так как ребята любят смотреть эти мультфильмы и понимают по-русски, то они приходят с определенным лексическим запасом. А есть ребята, которые приходят с нулевым знанием русского языка. Ну, обычно мы с ребятами готовим литературные утренники, организовываем мероприятия об известных людях. Ребята читают стихи русских поэтов, рассказывают о жизни и деятельности писателей и поэтов. Больше всего ребята любят принимать участие в спектаклях, в различных инсценировках, а популярность и любовь к русскому языку закрепляется в многолетнем сотрудничестве с благотворительной общественной организацией «Россияне». Еще когда руководителем БОО «Россияне» была всеми нами любимая, уважаемая Галина Борисовна Гаврилова-Аваханян. Она была учительницей нашего директора школы Григоряна Роберта Христофоровича. Это был талантливый педагог, публицист и прекрасный человек. Сейчас нет с нами этих чудесных людей, но память о них всегда в наших сердцах и умах. Сейчас деятельность своей мамы активно продолжает Людмила Рамаисовна Аваханян. Ежегодно Людмила Рамаисовна совместно с Россотрудничеством Русским домом организовывает итоговое литературно-музыкальное мероприятие «Русский язык в моей жизни», уже ставшее традиционным, в котором принимают учащиеся капанских школ и нашей сельской школы. После праздничного мероприятия обычно и Галина Борисовна, и Людмила Рамаисовна дарили книги на русском языке и детям, и школе. Один из наших выпускников, ныне артист Капанского драматического театра, помнит, как за свое талантливое выступление получил от Галины Борисовны книжку на русском языке и был безмерно счастлив. Эти мероприятия оставляют в памяти наших ребят неизгладимый след и повышают интерес к русскому языку, помогают в выборе будущей профессии, как это произошло с нашим бывшим учеником. Вообще русский язык в Армении изучают со 2 класса. И каждый год я готовлю открытые уроки во 2 классе. Это праздник первой буквы, он является обобщающим уроком до букварного периода в изучении первой прописной буквы. Ребята в добукварном периоде получают речепроизносительные навыки, овладевают тематической лексикой. А к концу букварного периода готовится к празднику букваря. И вся школа в ожидании праздника, так как всем хочется посмотреть, чему же все-таки научились эти второклассники. Самое важное в этот период во 2 классе объяснить ребятам на уроках особенности русского произношения, ударения в словах, произношения редуцированных гласных. Вот стараюсь обучить ребят с помощью игрушек, наглядных картинок. Особенно ребятам нравятся подвижные картинки к сказкам. Рисую эти картинки я сама,
И вот ученики получают возможность показывать и рассказывать сказки с помощью вот таких картинок с героями сказок. Ученики стараются говорить без акцента, поэтому я считаю как раз этот период обучения, начальный этап, самым важным, когда ребята учатся читать и писать, произносить слова с чутким ударением, запоминать готовые конструкции. И это всего можно достичь только путем многократного повторения и закрепления, показа мультиков в каждой букве. И ребятишки любят смотреть и запоминать лексику быстрее. Сейчас столько возможностей открывает интернет. Чтобы ученики правильно произносили слова, сравниваю с родным языком. Вот есть в армянском языке буква «дз», которую в русском языке мы произносим, когда читаем слово «дядя». И «ц», когда произносим «тетя». Вот после такого сравнения наши ребята никогда не произнесут слова с мягкими согласными твердо. И каждый урок у нас начинается с языковой зарядки и рифмовки. Это очень помогает и развивает речепроизносительные навыки. Уже начиная с 3 класса заводим с учениками портфолио, где они собирают свои работы, сочинения, интересные факты, рисунки, рефераты, доклады. Вот есть в учебнике 5 класса рассказ «3 желания». После изучения этой темы предлагаю ребятам принести 3 маленьких камушка и загадать 3 заветных желания. А потом они записывают эти желания на листке и вместе с камушками помещают в конверт и заклеивают. Пройдут годы, вернутся ребята уже после окончания школы или университета, откроют конверты из портфолио и посмотрят, чье желание исполнилось. Все эти работы хранятся в школе. А иногда ребята просят забрать свое портфолио домой, чтобы показать своим друзьям или родителям, или родственникам, а потом снова возвращают на место. И каждый гордится своими работами и старается обогатить свое портфолио. А больше всего ребята и взрослые ждут традиционный праздник, Масленицу. Это самый долгожданный и любимый праздник для всех. И всякий раз, когда я приношу готовую куклу, делаю ее сама, все просят ее не сжигать. Масленичная кукла получается настолько красивой, что все хотят с ней сфотографироваться. А праздник получается на славу. Ребята показывают спектакли, читают стихи о днях Масленичной недели, знакомят всех с поговорками, приметами, танцуют русские народные танцы, водят хороводы, поют частушки. А после выступления начинаются подвижные игры. Хороводы вокруг костра, детишки и взрослые прыгают через костер, и потом начинается самая вкусная часть – застолье с традиционными блинами, пирогами. Дети получают маленькие подарки. Море положительных эмоций, радости, угощают всех гостей, все стараются говорить по-русски. Ребята увлечены готовятся вообще ко всем мероприятиям по русскому языку. Готовят сами маски, подбирают одежду, сами готовим декорации к спектаклям. А процесс над созданием сценария – это вообще отдельная тема. У нас малочисленная школа, поэтому еще подбираю, пишу сама или переделываю сказки, чтобы соответствовали количеству героев. А еще нравятся моим ученикам уроки викторины. Участвуют учащиеся разных возрастных групп. Специально готовлю к таким урокам презентации. Интересные и забавные вопросы, кроссворды с ключом, загадки, ребусы по теме урока. Вообще темы викторин могут быть разными. Вот у нас были и Олимпийские игры, вред и польза компьютерных игр, все профессии важны, знаменитые люди, Навий Валырк по басням Крылова, сказки Чуковского, что за прелесть, эти сказки по сказкам Пушкина, славянская письменность, возникновение христианства на Руси и многие-многие другие. На любом уроке закрепляется
лексический материал. Это и фразеологизм, антоним, синоним, многозначные слова, прямое и переносное значение слов. У всех ребят есть словарики, в которых можно найти объяснения и переводы многих новых слов. Там есть и лексический материал, есть и грамматический, и морфология, там, и синтаксис. Фактически это получается как огромная помощь ученику в изучении языка. Вообще хочу сказать, что всю свою любовь к русскому языку и к детям, весь свой опыт, знания, всю свою творческую энергию, новые идеи стараюсь внедрять в свою работу. Я не просто преподаю русский язык или обучаю там русскому произношению. Стараюсь так научить моих детишек, чтобы можно было общаться с ними наравне, по-русски, чтобы у меня было побольше собеседников, и чтобы сами дети могли общаться друг с другом. И знаете, что самое главное? Можно очень много рассказать, как я провожу свои уроки, и как к ним готовлюсь, и как наши ребята отвечают на уроках русского языка. Хочу сказать, самое главное – это желание передать знания, передать то, чем я владею своим подопечным, своим миром. И хочу, чтобы у меня было больше собеседников, владеющих русским языком. И понимаю глубокий философский смысл мудрой китайской пословицы. Учитель только открывает дверь, а ученик должен войти в нее сам. Уважаемая Грета Арутюновна, я знаю, что вы на связи, что вы нас слышите. Спасибо огромное за то, что вы подключились к нашему мероприятию, что нашли возможность сделать видеозапись. Я думаю, что, конечно, собеседники у вас всегда будут со стороны. Думаю, что здесь точно недостатка в этом вы получать не будете. Уважаемые коллеги, небольшая информация для вас. У нас сейчас будет небольшой перерыв. В 3 часа к нам будут подключаться американские коллеги. И сейчас мой коллега Александр Михайлович скинул в чат и во вкладку «Вопросы», которая у вас на верхней панели, ссылочку. То есть мы переходим с вами с одной платформы на другую, поскольку наши американские друзья будут подключаться именно через Zoom. Уважаемые коллеги, мы сейчас передохнем, затем вы в чате находите ссылочку на Zoom, проходите по ней, и уже мы будем общаться с вами через Zoom с нашими американскими друзьями. Да, но в принципе, у кого нет такой возможности, вы можете оставаться на профми. Мы надеемся, что качество изображения звука нас не подведет, и вы внимательно все услышите. Спасибо вам огромное. Делаем небольшой перерыв.
Oh, that's great. Perfect. Do you use your phone? Do you use your phone? Yes, I'm on my phone. Excellent. It is excellent quality. Very good quality. Great. So you close to Huntsville, right? Or you just stay in the at the apartment? Yes, I live in the Forum Apartments. It's really close to the school. So you drive? Yes. Right. We do have a shuttle that takes us, but they don't take, I believe they start at 8 o'clock. And so I usually drive these days that I go to campus. I see. I see. Yeah. Is it a big apartment complex or? Yes, I live in a 3-bedroom. Oh, it's a big. Yes, but they have 1-bedroom, 2-bedroom, and 3-bedroom apartments scattered throughout. I see. I see. And it's close to I-45, right? Yes. For example, on I-45 to the north, it is probably on the right side. Am I correct? Yes. On the right side. Yes, sir. Big complex. 3-story buildings, probably, right? Yes. I know where it is. I perfectly know where the. Because on the left side there is a Dollar General, and I believe like a Pizza Hut, and then we're on the right hand side, and then there's a Shell gas station on the corner, and then the next light up you can turn right to go to the school. I see. Yeah, it's very close, very close. I know this apartment complex because we used to have some Chinese students who also used to live there. Oh, awesome. Yeah, I enjoy it. It's a nice apartment. Great. Let me talk to, okay, we have about 4 minutes. Svetlana Semyonovna. We have about a couple more minutes, I guess. Let's see. It might be a little bit delayed because if somebody is presenting right now there, they might not ready for us yet, but it should be pretty close to 7. And they use a different platform. They use a Russian platform. I just suggested to use Zoom for us because we are familiar with this, and the platform that they use, we need to enroll to it, and many menus are in Russian, so that's why we can use a different one. Yes, and is there an option for your screen to be the main screen so that they can see the PowerPoint the entire time? Yes. Okay. I can. Do you want me to share, or how would you like? Or you want me to run it? Yes, it might be best if you screen share. All right. Anyway, just in case, I put multiple participants can share simultaneously. But anyway, I'm ready. I already. Let me just start sharing. By the way, why don't? Perfect. Okay. Let's move this into the way. Okay. Yes, you can. Yes, you can put it on present mode. Yes. There you go. Perfect. Do you see it well? Yes. Okay. And you see me and you and some other people with no
images yet, right? Yes. Okay, good. Let's wait for this. This stuff over there. I don't know why it is here. Oh, how do I do? Previous. You can use your arrow on your laptop, the back arrow. Thank you. Yes. What about this? Is it close? I want to get rid of this small message. Yeah. Okay, it went away. Okay, let's say, please move this window away. Try. Okay. Okay. Huh. Interesting. Maybe it's something that Google does. Or Maybe. See, it kind of fades. It's like coming in and out. I don't know. Right. There are some participants there already, but we are waiting for them to come. Okay, it's 7 o'clock. I think we will start pretty soon. Yeah, we can wait a little bit longer to see if. Yeah. What time usually do you wake up when you have classes? 8 o'clock? 7? Oh, you are early bird. No, around that time. Around 7, 8? Mm-hmm. Yes. All right. How can I do this? How can I do this video? No, it does not want to get away. If I do it, I don't know. It's not doing that on mine. No, it's So I'm not something. sure. I believe that it's something between Zoom and Google. Oh, maybe. Something between Zoom and Google. We can experiment for now. See, if I click on it, it goes to the new slide. Right now, it's there. Let me stop sharing for a minute. Once I stop sharing, it is okay. And now, okay. Oh. Здравствуйте, добрый день. Да-да. Okay. Okay. Хорошо, я сейчас переведу только для Мэри. Мэри, first of all, good morning for us, good afternoon for them. This is the director of the Center for Educational Development. Her name is Galina Kitaykorodskaya. And she said that there are 7 participants using Zoom, but the rest of them using their platform. But anyway, they see us because they have a big screen over there in their building. And so they kind of also participate for this presentation. Perfect. Отлично. Хорошо. Значит, начинаем, да? Единственная просьба, Галина Владимировна, если те люди, которые, так сказать, у нас на Zoom, может быть, они бы могли включить свое видео, чтобы мы хотя бы видели, что это присутствует. Вот. Здравствуйте. Приветствую из Армении.
Спасибо большое. First of all, I would like to translate. Прежде всего, я хочу немножко перевести для Mehdi, и мы начнем нашу презентацию. First of all, I would like to translate for Mehdi. This is our long-term partners, Institute of Educational Development from Syktyvkar. It's Komi Republic, north part of Moscow, about I think about 700 miles of Moscow to the northeast. And right now they have teachers from different places over there, and also we have one professor from Armenia, Greta Agasaryan. She's also here, and they're very excited to have us. They are very excited to have us. Just let them that we do not have Ray with us, but he included video about him, and I'll let you start. Okay? Wonderful. Значит, Hello. Еще раз добрый день, у вас уже день. Значит, я хотел сказать, что Мэдди Мерфи сейчас выступит со своей презентацией, которую она очень тщательно готовила. Мы с ней встречались каждый день, обсуждали, дискутировали. Это одна из наших студенток. Второй студент Рэй Руэне, он сегодня не может быть лично, но он включил видео в презентацию. Он сейчас уже в школе работает как студент-практикант, но он обязан быть на уроках, вести занятия, вот, поэтому, к сожалению, он никак не мог вырваться. Но Мэдди представит его и себя, и, конечно же, свою работу. Сейчас вот я хочу с вами поделить экран. Видно, да? Хорошо, тогда, если позволите, мы начинаем. Okay, Murphy, it's the scene is yours. Wonderful. Hello, everyone. It is great to see you all. Today, I would like to present to you something that is very important to me as a writing tutor currently. And our topic today is future English teacher readiness for one-on-one instruction and tutoring. My co-presenter, Ray, will not be here today, but like Dr. K said, he has provided several videos within the PowerPoint slides to introduce you to himself and what he has been working on and his experience and why he is passionate about this as well. And we are just very excited to have this opportunity to present to you all. And here is a little bit about Ray. Ну, прежде всего, я очень рада выступить перед вами с темой готовность будущих учителей английского языка для обучения 1 на 1 и tutoring. Это для меня особенно важно, потому что я являюсь тьютором в нашем центре по написанию студенческих работ. Также совместно со мной работал Рэй Руэн, который помогал с этой презентацией. Сегодня его нету, но вы сейчас увидите видео, где он сам себя представился. Hello, everybody. Dobry den. My name is Ray Roan, and I'm currently a pre-service teacher attending Sam Houston State University. See a little bit about my background. I've worked in childcare for several years now, including childhood education instruction. I've worked doing homeschool tutoring, that's teaching students in their homes, for 2 years back in 2009 to 2010. Both of those students I worked with graduated high school and now have successful careers. I've worked in early childhood education, working with children at a nursery for about a year. I've done independent childcare work for a number of years, and for the last 2.5 years have been homeschool tutoring and teaching
other students in my region. I'm currently working with 7 children full-time, and in that I've also worked with ESL students and students from various cultures and backgrounds. Every time I teach, it is a learning experience for me, and I've picked up a number of tips and tricks along the way that I'd like to share. Anyway, I look forward to helping with this presentation, and I'll have another little short video later on. So very nice to meet you. I hope you're having an excellent day. Мое имя Рэй Руан, и я в основном работаю с детьми начальной школы. В 2009-2010 году я также работал с старшими школьниками. В настоящее время у меня 7 учащихся, с которыми я веду такое домашнее обучение. В США есть такая форма, как homeschooling, то есть можно обучать детей на дому. Это одобрено министерством, есть специальные разводные программы и так далее. И Рэй также упоминает, что он работает и работал с учащимися, для которых английский язык является вторым, не основным. English as a second language. Он работал и работает с детьми различных культурных областей, слоев населения, культурных бэкграундов. И сейчас вот он очень, так сказать, рад, что эта презентация, где он принимал участие, будет вам представлена. Will it let you click the side arrow for the next slide on your computer screen? Okay, let's try this. Hello, everyone. Okay, thank you. Hi, so I am Maddie Murphy, and a little bit about myself is I desire to obtain a degree in 4th through 8th grade English, and it is really interesting. So Ray and I are the only students that are desiring to obtain a 4th through 8th degree in English in our graduating class. My passion is English and everything that has to do with English. I love to read, and literacy, reading, and writing interests me greatly. A little bit about my work experience. I have done many field experiences with elementary age students. I first started at my junior college, Tyler Junior College in Tyler, and I worked in White House ISD. I was placed with kindergarten, and this was before COVID, so I was in person and was able to work with a kindergarten class for a semester. And then when I transferred to Sam Houston State, my Field 1 course, I was able to work with 4th graders in Spring ISD. But due to COVID, it was a virtual experience, but I still learned a lot from the students and my mentor teacher. And currently, I am in Field 2 at Sam Houston State University, and I am in Madisonville CISD with 2nd grade students. And I work specifically with one English language learner and one student in the class that I work on literacy with him daily. And I also have some experience from my summer job that I have been working the past 2 summers. It is called the Mentoring Alliance Summer Camps of Tyler. And my first summer, I was a counselor working with ages 5 through 14. So any of the students could be in kindergarten all the way up to 7th grade going into 8th grade. My second summer, I worked as a senior counselor working with the same age group, but I also was the mentor to 7 counselors who were college students and a few were high school students. And then now currently I work for the Academic Success Center, the ASC,
and that is at Sam Houston State University, and I'm a writing tutor for any undergraduate or graduate students. And actually, I work with students with all types of majors and different specializations. I can tutor them in any subject that has to do with writing or reading. And that is a little bit about me. Сейчас вот Мэдди немножко рассказала о себе. Прежде всего, она выбрала стать учителем 4-8 классов, учителем английского языка. Английский язык – это родной язык здесь, в США. И она сказала, что Рэй и она только 2 студента в их группе, которая вот будет выпускаться в декабре, которые будут учителями английского языка. Она очень любит читать и писать, что, на мой взгляд, очень большая редкость сейчас, особенно чтение. Она имеет большой опыт работы, практической работы с учащимися. И вот она рассказала, что она работала с учащимися начальной школы в различных ГРАНО, начиная с детского садика. Потом она работала в Хьюстоне в 4 классе, с учащимися 4 класса, как учитель английского языка. Дальше она работала с учащимися 2 класса. Кроме того, у нее есть опыт работы летом, где она работала как школьный психолог с учащимися возрастом от 5 до 14 лет. И также еще дополнительно выполняла функции такого руководителя школьных психологов с этим же самым возрастом. В настоящее время Мэдди, помимо того, что она заканчивает университет, учится у нас в Сэм Хьюстон Стейт университете, она является репетитором, тьютором в центре по академическому успеху, так это называется этот центр у нас в университете. Она помогает уже студентам университета со всеми их работами, которые, со всеми областями знаний, в которых они учатся, но работы связаны с написанием, например, там, рефератов, дипломных работ и так далее. То есть она как бы помогает правильно оформлять написание тех или иных работ. Вот это она представила сама себя, это о ней. Вот здесь вот несколько фотографий, которые как раз иллюстрируют только что рассказанный ее практический опыт. Yes, and our vision for this presentation, and just because of our passion with literacy and teaching English in the future, our passion is to teach middle school English and pave a way for all of our students to be as successful as possible in their educational journey. Through our experience working with children of all ages, we notice some common problems that need to be addressed for teaching English. Too often, students get left behind while many of their classmates advance. A teacher has to keep a certain pace in the classroom that is neither too slow nor too fast. However, each student learns at a different pace, and it is vital to recognize that as a teacher. And this is where the problem begins, and one-on-one instruction and individual or small group tutoring comes into play. Every student needs one-on-one time with their teacher, regardless if it is with tutoring or merely setting up educational goals to accomplish over the year. And Ray and I want to discuss how we can take this concept and apply it practically to the classrooms of various grades and ages. Мэдди сказала, что на основании того практического опыта, который она и Рэй имеют, они представили свой практический опыт только что, они заметили такие как бы типовые проблемы, которые
существуют у учащихся, когда они изучают английский язык. И очень часто часть студентов отстает, являются отстающимися, в то время как, несмотря ни на что, другие очень замечательно успевают. И вот это вот момент, который они отметили, как, так сказать, типовая и часто встречающаяся проблема. И второй момент они заметили в связи с первым, что каждый студент учится, усваивает знания в своей собственном темпе, со своей собственной скоростью, так сказать. Исходя из этого, они пришли к выводу, Мэдди и Рэй, они долго, так сказать, думали над этим, обсуждали и пришли к выводу, что каждый студент, каждый ученик, а я использую слово студент, это термин, который употребляется в английском языке и для учащихся школы, и для учащихся университетов. То есть каждый ученик нуждается во времени работы с учителем один на один. Независимо, каким это образом будет организовано, но в течение года обязательно такая возможность должна быть у учащихся. И вот сейчас они хотят обсудить, как можно практически, так сказать, осуществить эту идею, этот подход в различных классах и для различных возрастных групп. So first, I will be discussing what one-on-one instruction is, and then next I will explain what tutoring is. One-on-one instruction, it describes a student learning from and interacting with a teacher individually, one-on-one. This instruction should be tailored to the student's own personal pace and their learning needs. Every student needs one-on-one time, regardless of the grade level that they are in.